крыша. Какая будет крыша? На этой вилле жила Кабаева. Этот человек так любил свою супругу. Какого размера там коммуналка? Бывает такая любовь, представьте себе. Ресин коррупционер? Мы берем власть. Страна будет наша. Ты же игрок, рисковый. Ваши отношения с Лужковым и Батуриной — это коррупция? Но это было, я не отрицаю. Какое время было, Юрий? Я представляю. Вы представляете, а я вот в это время жил. Друзья, напомню, YouTube, и уже не только YouTube, в России заблокирован, поэтому обязательно установите себе VPN. Например, Blank VPN. Ссылка на него в описании. Ну и чем больше ограничений, тем сильнее нам нужна ваша поддержка. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если вдруг не были подписаны, и оставьте комментарий. Давайте обсудим, как вам. Спасибо и интересного просмотра. Шалва, вы один из самых заметных представителей бизнеса Москвы 90-х и нулевых. Forbes в 2008 году оценивал ваше состояние в $2,5 миллиарда. И вы были участником крупного бизнеса, в том числе в то время, когда он начинал жить по новым правилам. Сначала по российским, после Советского Союза, а потом по правилам Владимира Путина, когда он пришел к власти. Нам очень интересно поговорить и про этот мир крупного бизнеса, и про это время. У нас десятки вопросов про то, как это было. Эти вопросы мы хотели бы задать вам. Вы редко даете интервью, практически не даете, но перед началом интервью вы начали объяснять свою мотивацию, почему вы согласились. Могли бы вы объяснить это, когда камеры включились? Да, могу. Дело в том, что с тех пор, как я покинул Россию в 2009 году, да, я долго думал о том, что произошло, и дальше наблюдал за развитием событий в России, что случилось после моего отъезда, что мы сделали, что у нас получилось, чего у нас не получилось. И триггером вот этого вот размышления, о котором я хочу с вами сейчас поговорить, были 3 фильма, которые сделала ФБК. «Предатель». «Предатель». И вот как я увидел эти фильмы, я не буду сейчас эти фильмы ни хвалить, ни критиковать, но вот это вопль вашего поколения, вашего молодого поколения, и большой-большой вопрос нам. Как мы так просрали страну? Вот что мы такого сделали, и как это случилось, да? И кто в этом был виноват, как всегда в России этот вопрос стоит. То есть для вас это такой разговор поколений? Для меня это да, как у Маяковского. Нет. Я к вам приду в коммунистическое далеко, у нашего поколения не получилось. Так же, как и у поколения Маяковского, кстати, тоже. Вон там находится вилла, которая когда-то была вашей собственностью. Да, находится. Она уже не ваша. Уже нет. Вы купили ее у бывшего заирского диктатора. У его семьи в 2001 году. В 2001 году? Да. За сколько вы купили? Она обошлась примерно в $14,5 миллионов. Но она, естественно, стоила намного дороже, просто ее очень сложно было купить. И нужно было для ее покупки пойти на определенный риск. Что я сделал? А в чем риск? Риск был в том, что нужно было наперед заплатить деньги семье, не имея гарантии на то, что вы сможете ее правильно оформить. Ага. То есть нужно было сперва дать деньги, а потом получить стулья. Нужно было просто поверить человеку. А вы изучали как-то биографию этого человека? Мапуту? Да. Ну, конечно, естественно. Я Меня познакомили с семьей. Сын, который представлял семью, которая ныне покойный, он сказал: вы знаете, вот переведите мне такую сумму денег, я вам дам опцион на 90 дней, и вы должны оформить эту виллу. Если вы ее оформите, да, оплатите все долги, потому что долги были на вилле государству, муниципалитету. То есть нужно было вот проделать определенные вещи, которые, как оказалось позже, было очень сложно сделать. Но тем не менее я умудрился оплатить все долги и оформить титул на себя. Что я прочитал про диктатора? Значит, заирский диктатор, который жил в абсолютной роскоши. Те люди, которые его знали лично, да, о нем отзывались очень хорошо. Никаким людоедом он не был, он был обычным диктатором. Обычный диктатор? Обычным. А сколько вы прожили на ней? Около 10 лет.
Мне всегда было интересно. Я просто увидел рекламный буклет сейчас этой виллы в сегодняшнем состоянии. Там 15 спален. Там при мне была 21 спальня. Так, Я 20... не знаю, как они считают, но И там же гостевой дом еще. там дом обслуги, гостевой дом входит в эти 21 спальню. Да, в гостевом доме 7 спален, 635 квадратных метров. Ну, в мое время было 8 спален. Значит, 8, они на одну спальню сделали меньше. Что-то с чем-то, да, Утрамбовывают, уплотняются. Мне всегда было интересно, а насколько не страшно жить в таких домах? Но я там не испытывал страха. А у вас была охрана там? Да, конечно. Ну, такие объекты нужно охранять. То есть не бывало дня, что вы спали там один на территории? Ну, что значит один? Ну, там всегда были люди, обслуживающий персонал, охрана. Пока она арестована. Там... Пока она арестована. Но я видел рекламный буклет, и он выглядит так, как будто ее предлагают для чего? Для сдачи? Они ее, да, она сдается. Там я видел клипы, которые снимаются на этой вилле. То есть Какие-то компании, вот такие, как вы, например, да, или там какие-то там, которые ставят какие-то фильмы или что. Мне предлагали очень часто. там ее можно снять, типа на неделю. Тогда предлагали, да, можно снять на неделю, на месяц. А вы знаете цену? Ну, на неделю сколько? Мне говорили, что в неделю она стоит 250 тысяч евро. 250 тысяч евро. Да, в сезон. Когда вы там жили, меня тоже всегда интересовало про такие жилища. А какого размера там коммуналка? То есть вот у вас месяц прошел, сколько примерно это стоит за воду, электричество? Налоги. И налоги, да. Да. Ну, где-то в месяц 200-250 тысяч в сезон. Если у вас есть много гостей. Которые крутят воду и электричество. Да, подогревание бассейна, там сауны, мауны и так далее. Вместе с охраной, с тем персоналом, который увеличивался до 19-20 человек, это обходилось дорого. С продуктами, со всеми, с вертолетами, с полетами, с прилетами. А зимой, конечно, в разы меньше, когда никто не жил. Но в любом случае, когда у тебя такая недвижимость, надо иметь в виду, что пару миллионов в год ты должен на нее тратить просто на обслуживание. Она обходилась намного больше, 3-4 миллиона долларов в год. Евро. А стоит это того? Ну, это статусный объект, понимаете? Это я был в том статусе, когда я мог себе это позволить. Ко мне приезжали туда гости. Ну, это типа вот как у Трампа Мар-а-Лаго, да? И это одно и то же. Мы часто рассказываем в интеграциях, как можно повысить свою безопасность в онлайне. Прямо сейчас про еще один полезный и актуальный инструмент. IP — это ваша цифровая геометка. По нему можно определить, где вы находитесь, куда и как часто заходите. Если вы не используете личный IP, то есть шанс, что с вашего адреса запускают спам, серую рекламу и делают другие вещи, которые рикошетят по вашей безопасности. Убрать этот риск можно, если купить персональный прокси-сервер, например, у ProxyLine. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который легко настроить прямо в браузере. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. С этим прокси вы сможете менять IP-адреса в разных странах, их больше 100, и даже выбирать конкретные города. При необходимости можно купить сразу несколько прокси и управлять ими внутри личного кабинета, переключаясь между IP-адресами и подсетями. Сервис работает уже 7 лет, а служба поддержки доступна 24/7. При покупке действует гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете заменить IP-адрес онлайн в чате в любое время или вернуть деньги в течение 48 часов. До 10 октября по вот этому промокоду можно получить скидку 15%. А если вы будете покупать из России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет избежать блокировки. Плюс можно оформить покупку прямо через Telegram-бота. Переходим по ссылке в описании или по этому QR-коду и повышаем свою безопасность в онлайне с помощью персонального прокси от ProxyLine. Вперед! Перед тем, как мы начнем обсуждать ваш самый активный период работы, я хочу вернуться в самое начало. Правильно ли я понимаю, что источник вашего первого капитала — это контрабанда? Нет. Контрабандой я занимался, ну, это вообще длинная история. Я вообще ни одного дня не проработал в Советском Союзе. Вот-вот я должен был закончить медицинский институт, но я не стал его заканчивать. Я занялся реставрацией икон. Мы ездили, собирали иконы по деревням. Мы находили те храмы, которые были разрушены,
советской властью. Мы восстанавливали эти иконы, мы их продавали, реставрировали. И иногда, значит, путем контрабанды отправляли их за границу, там продавали. На эти деньги там покупались какие-то товары, они потом ввозились в Россию, то есть в Советский Союз. Это было выгодно. Это было выгодно делать. Это был такой бизнес. Ну, по сути, это и есть контрабанда. Да, это была контрабанда, но это была, как вам сказать, контрабанда и спасение этих икон тоже, понимаете? Потому что, да, иначе бы они погибли просто. Бизнес спас многие сотни тысяч икон, которые бы просто сгнили бы. Их никто никогда бы не нашел, и никто никогда бы не искал, их никто бы никогда не реставрировал, их никто бы никогда никуда бы не отправил бы, а мы никому не были бы проданы. Многие иконы после развала Советского Союза стали возвращаться в Россию. Огромное количество икон и огромное количество русского антиквариата, которые были вывезены путем контрабанды за границу, вернулись. А как это выглядело? И сейчас возвращаются, кстати, даже сейчас. А как это выглядело технически? То есть вы, например, едете в Нижегородскую область, на Урал. Да нет, на Урал бы не есть. Ну, хорошо. То есть вот любое техническое... Но есть такая книга Солоухина Владимира «Черные доски». Вы не читали ее? Нет. Ну, прочтите, там все написано. Там про это... Я с ним, кстати, тоже ездил пару раз. Он описывает, как они... Он описывает, как мы ездили, какой был транспорт, так сказать, как мы меняли там какие-то элементарные продукты на иконы. А у кого? У жителей? У жителей, да. Настоятелей монастырей, священников? Монастыри не работали. Они были разрушены и в лучшем случае превращены в склады. Вы ездили, ну, то есть у населения просто меняли на что? Икону на... Когда коммунисты закрывали храмы, да, они обычно давали возможность крестьянам, да, выносить иконы. Те их выносили. Но многие храмы были там 15-16 века. Они эти иконы не уничтожали, они их просто там сохраняли, да, темнели, да, потому что покрытие темнело с возрастом. Мы реставрировали, все это вскрывали, открывали. Были целые частные реставраторы, которые возвращали эти иконы к жизни. Потом они превращались в товар, скажем так. Прости меня, Господи. Все это вывозилось за границу. На что меняли люди икону? На мешок картошки? Или на Нет, килограмм не на мешок картошки. На хмель, например, чтобы сделать самогон. Угу. Да? На колбасу, на тушенку. Продуктов не было. Деревня голодала. Про какие мы годы говорим сейчас? 70-е, конец 60-х, начало 70-х. Почем иконы уходили на Запад? Ну, разные были цены. Их перевозили дипломаты различных африканских стран. Дипломаты, у которых были низкие зарплаты, которые хотели подработать, они занимались перевозкой икон. Ага, то есть вы находили дипломата... Не я находил, я этим не занимался. Те люди, которых я знал, они находили дипломатов, потому что это было очень опасно общаться с дипломатами, потому что за ними следили. Ну, таким образом происходил, бизнес происходил, значит, кто-то выезжал, эти иконы собирал, потом он их привозил as is, продавал, скажем так. Тот, кто покупал их, реставрировал, приводил в порядок, еще дальше там кому-то продавал. Тот, кто покупал, уже имел выход на этого дипломата напрямую или через кого-то. Продавал этому дипломату, и дальше уже этот дипломат куда-то вез, и дальше, значит, их кому-то сдавал. В основном место, куда сдавали иконы, был Берлин и Вена. Туда в основном приезжали, иногда выезжали в Прибалтику, что ближе, на машине, если большие иконы надо было везти. Вот. Ну, они получали за это там несколько тысяч долларов, прямо там на месте. Все это сдавали, получали деньги, привозили какой-то товар, который мог реализоваться. Например, часы там какие-то там. Все тогда ходили в часах Ориент, например. Да? Страшные часы, безвкусные. Ну, вот. Это был такой признак благополучия. Часы Ориент. Такое время было. Сколько вам приносила такая работа? Насколько вы себя комфортно чувствовали? Ну, как комфортно чувствовали. В Советском Союзе особо не разгуляешься. Можно было поехать в Сочи хорошо отдохнуть, в Ялту хорошо отдохнуть, в Юрмалу хорошо отдохнуть. Куда-нибудь, да? А куда еще? Ну, у вас была машина. Машина. Одна машина. Ну, 2 машины ты мог купить.
На чужое имя, естественно. Нет, вы жили точно богаче, чем любой советский гражданин. Да, естественно, да. Рынок недвижимости на Бали продолжает расти, а самые интересные проекты разбирают еще на стадии строительства. Но чтобы жилье работало как актив, важно выбрать надежного застройщика и найти правильный объект для инвестиций. Break Property — международный девелопер на Бали, который работает на острове с 2016 года. В портфеле 17 проектов, 12 уже сданы. В 2024 году лучший девелопер по версии Exquisite. А теперь про самые интересные проекты. Комплекс Elysium находится в Чингу, очень популярном районе и для туристов, и для местных. В Elysium запустились продажи новой линейки апартаментов с бассейнами в шаговой доступности от океана. Внутри светлые планировки, крафтовая мебель и технологии умного дома. На территории парки, рестораны, коворкинги, фитнес, спа, йога и прогулочная дорожка у реки. Стартовая цена апартаментов с видами на горы и океан от $99 тысяч. На апартаменты с приватным бассейном от $127 тысяч. Можно взять рассрочку до 30 месяцев без переплат, первый взнос 15%. Оплата в любой валюте. И для регистрации сделки даже не обязательно прилетать на Бали. Текущий ориентир по доходности от аренды апартаментов на основании статистики за прошлый год около 14% годовых. Виллы могут приносить еще больше. Гарантия на постройки до 20 лет. В договор входит страхование от Цюрих на этапе строительства и после сдачи. Второй проект — Эдем 2 в Нуса Дуа. Это один из самых престижных и спокойных районов острова, а вторая очередь строится после быстрого солдаута первой. Белоснежная архитектура в греческом стиле, приватные бассейны, зеленые сады, руфтопы, виды на океан и закаты. До топовых пляжей Бали 5 минут. Рядом гольф-клуб мирового уровня и 5-звездочные ресорты. Стоимость кондо-вилл от $90 тысяч, просторных вилл от $170 тысяч. Первый взнос 15%, рассрочка до 2,5 лет. Каждый юнит сдается под ключ с дизайнерской отделкой и меблировкой, а управляющая компания Break берет на себя аренду, сервис и отчетность. Потенциал роста цены на этапе стройки до 35%. По этому промокоду вы получите 6 месяцев бесплатного управления от Break. Это позволит сэкономить 18% комиссии и получать максимальный доход с первых месяцев. Переходим по этому QR-коду или по ссылке в описании и оставляем заявку, чтобы получить каталоги и консультацию от персонального менеджера Break Property. Он поможет выбрать планировку, зафиксировать цену и зарезервировать лот. Вперед! Вперед! Когда вы съехали с этой дачей? Когда вы съехали из этого дома и почему? В 2009 году. Очень милая оговорка про дачу. Почему? Ну, потому что в результате тех событий, которые со мной произошли в России, отъема бизнеса, вы должны были ее продать. Один из вариантов было, что я должен был продать эту виллу. Кому вы ее продали? Покупателем был «Газпром». И за сколько? «Газпромнефть». По-моему, цена была около 70 миллионов. 70? Да. Ух, то есть вы купили за 15, а она стала стоить 70? Ну, я ее отреставрировал за 25. Но дело не в этом. Мне предлагали намного больше, и оценка была намного больше. Оценка была 120? Оценка была... Мне давали даже $500 000 за эту виллу. Кто? Ну, ходили люди вроде от Назарбаева, хотели для него какую-то летнюю резиденцию на юге Франции. И у них был запрос, что им нужна вертолетная площадка обязательно, 2 бассейна, большое количество спален. И эта вилла по всем показателям, таких вилл просто нету, где все это на одном участке, в составе одного property, да, вы можете иметь все вместе. Близость к Монако, вертолетная площадка, большой бассейн внешний, большой бассейн внутренний, бассейн в гостевом доме, сам гостевой дом большой, большая территория, 3,5 гектара. Все это... Бомбоубежище, кстати, было. Да. Мапуту имел бомбоубежище. Да. Как предусмотрительно. Я его переделал в винный погреб. Оно да? было запущено. Да. Но в целом можно спуститься, если что. Можно было. Ему по статусу вроде бы полагалось. Ага. Вы рассказывали, что после того, как вы продали, в этой вилле часто бывало некое гостье. Мне рассказывали. Ну и всем рассказывали. И были статьи в газетах, что на этой вилле жила Кабаева.
Алина Кабаева. Да, я ее лично не видел, естественно, поэтому я вам сказал, что я верю только тем фактам, что я вижу. То есть вас Но заставляют... моя бывшая управляющая, которая там работала, да, перед тем, как ее оттуда уволили, чтобы лишних глаз не было, она подтверждала, что там жила Кабаева. То есть Позже. Ну, охранники рассказывали, да. В местном муниципалитете это было известно. Вас это заставляет думать, что этот дом купили в интересах Владимира Путина? Ну, да, не так следствие так считает, то, которое сейчас ведется в Париже. Дом арестован. Дом арестован, да. А официальный владелец Самвел Карапетян? Официальный владелец Самвел Карапетян, да, и следствие расследует отмывание денег, создание нелегального сообщества или преступного сообщества с целью отмывания денег, что Карапетян не является настоящим владельцем, а что он является, так сказать, фиктивным владельцем. И он владеет этой виллой в интересах там каких-то людей. Вот они будут это доказывать в суде. Вы долгое время близко общались и работали с Владимиром Соловьевым. Ну, я с ним не работал, но общался, да. Что это было за общение? Чем вы занимались? Ну, я с ним познакомился в начале 2000-х, уже после выборов. Ну, он мне понравился, да. Он человек, который знает и любит историю. Он хорошо образован. У него прекрасная реакция на события. Он прекрасно анализирует. Вообще умный человек. Мы с ним задружили. А как это выглядело? То есть вы просто предложили ему знакомство? Ну, во-первых, значит... Крупный бизнесмен и журналист. Интерес в этом тоже был, потому что у него не было никакого доступа к московским властям. Да? Я ему с этим помог. Я его вывел на общение с Лужковым там, и с другими людьми, потому что он работал с федералами, да? А там были какие-то терки из-за Чубайса, из-за этого, из-за того, из-за другого. Я сейчас уже не помню, честно говоря. И с ним я его ввел в определенный круг московских властей. Познакомил его с людьми, да. Чтобы что? Чтобы просто познакомился. Нет, он потом что с этим делал? То есть... Ничего, мы с ним часто встречались, просто общались. Он приезжал ко мне в гости, он бывал у меня на квартире. Я с удовольствием с ним общался. Мне не хватало общения с таким человеком, как он. Я очень близко дружил с Артемом Боровиком, который погиб в начале... В 2000 году? Да, 9 марта. Вот. И мы были с ним в очень близких отношениях. И я не участвовал в политике, но я всегда любил общаться с людьми, которые так или иначе там что-то знают или на что-то влияют. Да? Я всегда этим интересовался. И Соловьев был как бы тот человек, который заменил Артема, что ли, тогда. Мне приходилось слышать, что Владимир Соловьев исполнял ваши информационные поручения. Насколько это правда? Нет. А вы что-то слышали об этом? Ну, например. Он давал показания в суде. Про это я сейчас спрошу отдельно. Нет. Бывало ли такое, что Владимир Соловьев помогал вам как-то на информационном поле Нет. отставить вашу позицию и что-то за это получал? Нет, я и Боровика никогда за это не просил, и его не просил. Он мне организовал службу пиара для моей компании, да, потому что мы уже достигли такого масштаба, что мне нужен был пиар. Стало, так сказать, горячо, да, нужно было каким-то образом. Ну, например, там снос гостиницы Москвы. Так. Да, это серьезные события. Москвы или Россия? И Москвы, сперва Москвы, потом России. Так. Тут нужна была серьезная пиаровская advice, да, как это по-русски, совет, да. И нужно было уметь разговаривать с журналистами, да. Да, и Соловьев вам пиар организовал. Соловьев организовал пиар, он мне в этом помогал. Как кто? Как советник? Соловьева человек. Он мне дал человека, который у меня работал, от него. Да, я сейчас не вспомню его фамилию, но могу вспомнить. Или спросить, если это важно. Илья? Илья, да. Илья, фамилию не помню. А напрямую Соловьеву вы платили за эту помощь? Нет.
Илье платил. А как вы думаете, Илья делился с Соловьевым? Думаю, что да. Ну, то есть, по сути, вы были в бизнес-отношениях с Соловьевым? Ну, мы делали вид, что я, во всяком случае, делал вид, что это не так, но мне кажется, что это было так, но свечку не держал, не знаю. Потом случилось следующее. У вас был суд с Романом Абрамовичем в английском суде, и в числе тех, кто выступал в этом английском суде, был Владимир Соловьев, который приехал... Он дал показания. Он дал показания, и, поправляйте, где я не прав, суть показаний была в том, что это дело должно рассматриваться именно в английском суде, потому что в российские суды коррумпированы, и там может оказываться влияние такое, которое, в общем, априори будет значить, что вы проиграете. То есть он там произнес, что российские суды коррумпированы. А потом... Отказался. Он в публичном заявлении для российской прессы сказал, что он такого не говорил. Да, я знаю. В Ютубе есть видео прослушки, телефонной прослушки. Не знаю, откуда она. Откуда? Наверное, Роман Аркадьевич это все устроил. Вы так считаете? Ну, конечно. Ага. А кому еще это было нужно? В Ютубе лежит 25-минутный, кажется, разговор про то, как вы разговариваете с Ильей, с партнером Соловьева. Это настоящий разговор? Да, конечно. Угу. Я его помню. Вы там произносите фразу, вы говорите, что у Соловьева очко слабое. Я давно это заметил. Да. Вы тогда сочли это за предательство, что он поменял? Нет, наоборот, это констатация факта. У многих журналистов оно слабое. Я вас не имею в виду. Я понимаю, что забавно, для этого интервью немножко странная лексика, на которую перешли, но поскольку это ваша цитата, я вправе задать такой вопрос. Как вы оцените силу очка Владимира Соловьева сейчас? Ну, сейчас это другой человек, с моей точки зрения, да? Я его давно не видел, лет 16. Мне кажется, что этот человек прекрасно отдает себе отчет в том, что он делает, да? Он на каком-то этапе принял решение, что он, так сказать, вступил в какую-то команду, да, единомышленников, скажем так, или людей, которые, так сказать, одинаково относятся к денежным знакам, скажем так, возможно. Я не думаю, что Соловьев идейно мог бы до такой степени видоизмениться, скажем так. Да? Вот такой метаморфозы я себе не представляю. Наоборот, это человек, который все знает, все понимает, но есть определенные, так сказать, задачи, в результате которых решаются определенные финансовые проблемы, достигаются какие-то финансовые результаты, а дальше уже, так сказать, что будет, то будет. Дальше уже надежда на то, что он сможет, так сказать, переметнуться еще раз в стан врагов. Когда вы перестали общаться? Как говорил Ришелье. Когда вы перестали общаться? Ну, когда я уехал, все, я не только с ним перестал общаться, я перестал общаться с многими людьми. А после того, как он отказался от показаний в суде, вы с ним говорили об этом? Ну, после этого я один раз с ним встречался. А что говорить? Как он интерпретировал? Ну, послушайте меня. Как интерпретировал? Испугался, и все. Я не спрашивал его. Я считаю, что это излишний вопрос. Человек испугался. Есть чего бояться или нет? Точно есть. Так вот он испугался. А вы с пониманием к этому относитесь? Я это не одобряю, скажем так, да? Но на амбразуру он падать не должен был. Понимаете? А мог попасть на амбразуру. Понимаете? Мы же не знали, и он сам не знал степень связи между Абрамовичем и Путиным. Если, например, я считал, что партия Ленина, скажем так, близнецы и братья, да, и Абрамович и Путин близнецы и братья, то тогда это не было очевидно. Вы, когда сотрудничали тогда с Ильей Левитовым, вы понимали, что, скорее всего, Соловьев в доле, и что, скорее всего, таким образом вы сделали так, что один из самых влиятельных и острых журналистов России вряд ли когда-то сделает вам что-то плохое, просто потому, что он с вами в финансовых отношениях? Я думаю, что он со мной был просто в дружеских отношениях. Он часто приезжал, гостил у меня на вилле. Он бывал часто у меня дома. Вот здесь? Да. Да, я с ним был в достаточно близких отношениях. У нас были свои темы общения.
Он очень хорошо знает историю. Он вообще очень образованный человек, Соловьев. Это он вот то, что сейчас он делает, это одно, а то, что тогда он делал, было совершенно другое. Его вот эти к барьеру, там, вот эти вот сражения там, и так далее, все это мне очень нравилось. Он был вполне продвинутый человек в это время. Я бы назвал бы его даже либерально настроенным. Да? Это был вообще другой человек. Абсолютно. С другими взглядами, с другими понятиями, с другим мировоззрением, с другими планами, с другими желаниями. Очень интересный, искрящийся человек. Я с ним с удовольствием общался. В особенности после того, как ушел Артем, и у меня просто такого человека в моей среде для общения на те темы, на которые я люблю общаться, да, у меня не было. Ну, были, естественно, но он был один из них. Вы сказали, что общались с Артемом Боровиком. Да. Как вы воспринимаете его смерть? Это трагическая случайность или что-то другое? Ну, я просто знаю, что Юрий Михайлович сделал все, чтобы расследовать это дело. И там закрылки самолета, они не проработали специальной жидкостью перед взлетом. И в марте была морозная ночь, с 8 на 9 марта. И закрылки не открылись во время взлета, чтобы создать силу давления на крыло самолета при взлете. И самолет, так сказать, завалился и упал. Это то, что я узнал из прямых источников. А почему это не обработали? Не знаю. Не знаю. Это было большое горе для меня и для Юрия Михайловича. Он очень дружил с Артемом, и у него постоянно его портрет был на столе, и у меня тоже. И вообще это был наш родной человек. Им не было дня, чтобы мы с ним не созванивались. Один из самых светлых умов того времени, скажем так, из журналистов. Артем Боровик был одним из тех, кто очень рано стал выражать сомнения относительно того, что Владимир Путин приходит к власти. Да, и мы с ним общались на эту тему, да. И я с ним спорил тогда, к сожалению. А что это за спор? А спор заключался в том, что Артем Боровик считал, что бывший комитетчик, вот какой бы он ни был, он не может быть хорошим, скажем так. Да? Это был выбор семьи, скажем так. Да? Вот они выбрали человека, которого они хотят сделать президентом. Воспрепятствовать этому было невозможно. Вот они ему именно поверили. Вот они там целую колоду там перетасовали, да, семья, это, значит, Юмашев, Таня, Игорь Шабдурасулов, Саша этот, как его? Волошин. Березовский. Кто еще там? Ну, вот и все. Наина. Да? И вот они пришли к выводу, что вот этот молодой товарищ, не пьющий, да, очень такой с верноподданническим характером, с таким, да, он никогда не продаст, не предаст, вот такой вот, такая вера была мне Березовская. Ты что, говорит, он простой человек, без всяких никаких шагов влево-вправо он делать не будет. Честный человек, не испорченный. Вот такая у него была репутация. И Боровик в это не верил? Боровик в это не верил. А вы говорили, что Артем поверь. Я говорил, а какой выход из положения? Ты предложи что-нибудь. Борис Немцов. Он же дал, да, он дружил с Немцовым, естественно. Вы смотрели его интервью последнее перед смертью этому, как его забыл фамилию, журналисту, когда тот его спросил, что вы не боитесь смерти? Помните, да, это было... Я помню интервью, я не помню, кому оно, да. Да. Вот после этого интервью я его видел один раз. Он был сторонником таких демократических сил, которые ничего общего с правоохранительными органами армии и КГБ имеют. Вот
должен быть человек гражданский, сугубо гражданский, вот с его точки зрения. Должен был быть такой человек. И Немцов подходил для него, для Артема. Он с ним дружил, с ним были в хороших отношениях, да. В итоге Артем Боровик оказался прав, а не вы. Да, он оказался прав. Вы и Юрий Лужков. Мгм. Прайм вашей бизнес-карьеры был при Юрии Лужкове. Где и как вы познакомились? Ну, я с этим не согласен. Я первые 3 здания построил до Лужкова. Еще Советский Союз был. Я вообще построил, мы построили, потому что я был не один, у меня были партнеры. Мы построили первое здание, еще был Советский Союз. Начали строить 2 и 3 здание, Советский Союз еще был. Ну, Прайм — это не начало, Прайм — это расцвет. Расцвет, я имею в виду вот тот флагшип, который мы построили на улице Белинского тогда, это был серьезный проект, 25 тысяч метров, и тогда таких зданий в Москве не было, и сейчас это здание, так сказать, оно соответствует высочайшему уровню. Но да, естественно, я этого не отрицаю. Да, но начало было еще при советской власти. Как вы познакомились с Юрием Лужковым? С Юрием Лужковым через Ресина. Ресина. Да. До Лужкова я познакомился с Ресиным, и Ресиным я познакомился в 1988 году в конце, когда я строил первое здание свое, и когда была проблема строительных материалов. Ресин тогда возглавлял Мошинстрой. В это же время в Москве возникло совместное предприятие советско-американское, называлось «Перестройка». Им давали случаи объекты в Москве. И я как бы тут был лишним, скажем так. Но тем не менее Ресин мне помог. Да? Он мне дал возможность закупить материалы, которые были в дефиците, что я и сделал. Да? Дальше была проблема присоединения здания к коммуникациям, а он руководил Мосинстроем. Значит, это тоже была проблема. Все было проблема. Почему он вам помог? А он такой человек с нюхом. Он увидел блестящие глаза, он увидел энтузиазм, он увидел то, что мы этот дом достроим, построим. И он многим помог, не только мне. Ресин сыграл большую роль в моей жизни. Я ему за это очень благодарен. Так, давайте про Ресина сначала тогда поговорим. Как вы к нему относитесь? Хорошо. Хорошо. У ФБК есть большое расследование про Ресина. Если бы в Москве надо было поставить памятник самому главному коррупционеру, живому воплощению вранья, воровства, откатов, безумного, неприкрытого и бессовестного богатства, это был бы памятник нашему сегодняшнему герою, Владимиру Ресину. Как вы относитесь к этим словам? Знаете что? Вот я вам скажу честно. Я никогда ни копейки денег Ресину не давал. Но подарки делал. Какие? Ну, какие? Вот на день рождения, на юбилей, например. А что? Часы я ему подарил. Какие? Один раз. Дорогие. Какие? Rolex, Ну, я не Бригет? помню название. Ну, да, очень дорогие часы. Он собирал часы, я ему подарил. Да. Сколько они стоили? Ну, много. Я не помню сейчас сколько. Десятки тысяч долларов. Да, естественно. Да. Когда бизнесмен дарит чиновнику, который влияет на отрасль, в которой работает этот бизнесмен, такие дорогие подарки, это разве не коррупция? И да, Ресин на меня никак не влиял. У меня был прямой доступ к Лужкову, и я, наоборот, мог повлиять на Ресина. Ресин сидел в моем здании. И у него кабинет был, главный кабинет Ресина был в моем здании. Да. Ресин мне не был нужен для получения там каких-то разрешений, каких-то объектов. Мне не был для этого нужен Ресин. У меня был доступ к Лужкову. Я согласовывал вот проект сноса гостиницы Москвы. Мог согласовать Ресин? Нет. Мог согласовать Лужков? Даже Лужков не мог это согласовать. Это нужно было обсудить через Лужкова, нужно было вынести на, так сказать, общественный совет и так далее. Нужно было пройти определенные процедуры и утвердить этот проект. Ресин никак не мог в этом... Я не занимался проектами уровня Ресина. Окей, то есть хорошо. Ресин занимался инфраструктурой, архитектурой. Он был чиновником. Он мне не был нужен.
Я даже благодаря меня Ресин занял ту позицию, которую он занял. Главный по строительству в Москве. Да? Да. Если бы не я, Попов Ресина бы снял. Я помог сделать так, чтобы Ресин остался на своем месте. Вот просто так случилось, да, что за 2 месяца до выборов в Моссовет я попал в один самолет с Поповым, мы летели в Цюрих. И туда же я летел к Ресину, там создавалось совместное предприятие с компанией «Шиндлер» по строительству лифтов в Москве. Уже тогда это делалось. Это еще была советская власть. Это еще был Советский Союз. И вот когда мы случайно совершенно, когда я оказался рядом с Поповым, и это был февраль месяц, по-моему, 89-го года уже, или 90-го, не помню. И целый час самолет очищали от этого вот от льда и снега. Да, то мы с ним разговорились, и я ему сказал, что я занимаюсь строительством. Я сказал, говорит, если я стану руководителем Москвы, первое, что я сделаю, сниму этого коммуниста этого Ресина. Да. Я ему сказал, вы знаете что? Ресин играет полезную роль. Я говорю, если таких людей выгонять и увольнять, то комплекс развалится. И на самом деле московский строительный комплекс, если бы не Ресин, мог развалиться. Это я вам говорю совершенно ответственно. Ресин спас московский строительный комплекс от развала, да, советскими методами. Он удержал все, так сказать, на плаву. Такой человек, как Никольский, тоже коммунист. Видите, меня трудно заподозрить в любви коммунистов. Спас московскую промышленность от развала. Да? Как только могли, они ее поддерживали. Да? Люди имели продовольствие в Москве, имели минимум. В Москве никогда не было голода, как во многих других городах. Да? И я Ресина посадил, когда мы летели из Цюриха обратно в Москву, я их усадил вместе, чтобы они друг с другом поговорили, Попов и Ресин. Они поговорили, и Попов, после того, как он победил на выборах, он назначил Ресина департамента перспективного развития Москвы, куда вошел весь промышленный комплекс, архитектура и так далее. Я правильно понимаю, что, получается, стройкой в Москве стал заведовать человек, который вам обязан? Вы можете считать так, да. Де-факто. Да. Да, он мне за это был благодарен. Да. И я за многие вещи ему тоже благодарен, потому что он, как вам сказать, в каких-то вопросах есть общие вопросы строительства, а есть конкретные вопросы строительства. Дом построить не так легко. В 90-е годы построить дом в Москве и сдать его под ключ – это был подвиг. И в эти годы Москва умудрялась строить по 5 миллионов квадратных метров жилья. Вот представьте себе. И люди получали это жилье. Ресин коррупционер? В том смысле, в который вы в это вкладываете, да. А какой я вкладываю? Он брал взятки, вы говорите? Я это не утверждаю, я это утверждаю фактами, которые приводят мои коллеги-специалисты в том, брал кто-то взятки или нет. Они что, знают, что он брал взятки? Ресин ни у кого ничего не брал. Это очень умный и хитрый человек. Смотрите, я сейчас, причем даже не опираюсь на... На руках которого всегда дорогие часы. За 2 миллиона... Это да. За $1 миллион. Да. Так. Дома и квартиры на 2 миллиарда рублей. При этом он всю жизнь был чиновником. В богатстве ничего плохого нет, если это заработано бизнесом и, честно. Он всю жизнь жил в санатории Барвихи. Был бывший санаторий ЦК. И вот он любил жить и лечиться в 90-е годы. Он оттуда не выезжал. Это время было такое. Нет, подождите. То есть, часы за $1 миллион на руках человека, который работал чиновником, получал большую по меркам обычного гражданина, но не большую, достаточно для того, чтобы иметь такие часы и недвиги на 2 миллиарда рублей. Да, но он никогда ни с кем ни в какие доли не входил, ни в каких проектах не участвовал. А откуда тогда это? Как делали многие другие люди. Люди просто забирали бизнесы. Мы про других не говорим. А откуда это тогда? Откуда недвига на 2 миллиарда? Я говорю, можно его действия квалифицировать как коррупция.
Но время это было, если бы не было коррупции, да, по-другому общество не могло бы развиваться. Эта коррупция, она была, как вам сказать, логическим следствием времени. Вот представьте себе. Мы в 1994 году начали делать совместное предприятие с американской компанией Mobil, тогда не ExxonMobil, еще была Mobil отдельно, по строительству заправочных станций в Москве. После этого эта компания была продана British Petroleum, и отсюда возникла сеть BP. Моя гордость, и, так сказать, которую мы развивали. И когда мы вели переговоры, на заключительном этапе переговоров, значит, со стороны американцев, один из переговорщиков в углу листочка сделал такой рисуночек, такой треугольник такой вот. Мне на этот треугольник показывает. А это? Я говорю, что это такое? Он так повернулся, посмотрел на своих юристов, сотрудников, и мне тихо на ухо шепнул: крыша. Окей. Вот какая будет крыша этого бизнеса? Это уже американцы в 1994 году, они это знали. В 1994 году. Понятно, что будут люди, которые захотят тебе силой... Люди будут, которые захотят там и прийти, и сказать там: дайте долю, дайте то, дайте все. Я ему сказал: это нам не нужно. Значит, вы будете крышей? Меня спросили. Я сказал: в Москве с нами ничего не произойдет. У нас такое отношение с правительством Москвы, что ничего не будет. А почему? Потому что Лужков крупнее, чем бандиты. Лужков держал город в руках, да. То есть Солнцевский, Ореховский не могли пойти на Как Лужкова? можно было, вот представьте себе, как можно было построить сеть заправок, да, если каждая заправочная станция, которая открывалась, в радиусе 3 километров убивала все маленькие, принадлежащие мафии, кому угодно, живопирки, да, которые торговали паленым бензином. Все это умирало, они теряли бизнес. И? Ничего, они ничего не могли сделать. Мы создали ассоциацию заправщиков совместно с городом и умиротворили всех. Да, Мы придали последовательность и законность распределению участков в Москве различным владельцам заправочных станций. А их было десятки. Не было никакой войны, ничего. Мы со всеми договорились. Такое было время. А сегодня это можно назвать коррупцией. Да? Для того, чтобы согласовать заправочную станцию, нужно было собрать около 800 подписей. И вот нам приходилось в качестве вознаграждения группу там людей, которые нам со стороны правительства помогали, да, отправлять в командировку, чтобы они там типа посмотрели какие-то станции там за границей, как они работают. В Париже? Ну, или в Париже, или где-то в другом месте. Ну, то есть это такая взятка под видом рабочих командировок? Да. И были такие вещи. Это называлось по-английски facilitation fee. Даже термин этому есть. И такие facilitation fee входили в бизнес-планы иностранных компаний. Все знали, что нужна система, так сказать, смазок. Да, а сегодня вы можете назвать это коррупцией. Почему на ваше... Но это было, я не отрицаю это. Да, я очень ценю. Но почему на ваше отношение к Ресину сейчас это не влияет? Вы говорите, что мое мнение о нем хорошее, хотя у человека прям роскошь, я считаю, что он очень много сделал для Москвы. Это мое личное мнение. Он очень многим не нравился, но он очень многое сделое сделал. Можно ли сделать, не накупая себе недвигу, на 2 миллиарда рублей? Ну, и меня давно, меня давно нет в Москве, но он уже не работает, он довольно-таки пожилой человек, с моей точки зрения, не в лучшей форме. Да, я недавно поздравлял его с 85-летием, по-моему. Он хотел приехать на мое 70-летие, но не смог приехать. Которое было давно, 7 лет назад. 6 в Грузии? Лет назад. Да, в Грузии. Я считаю, что если бы у Лужкова не было в строительном комплексе такого человека, как Ресин, на определенном этапе он бы не смог вытянуть строительный комплекс. Однозначно.
Мы с вами встречаемся на Лазурном берегу. Да. Но я привык думать, что вы живете в США. Но я и в США живу. Я резидент США. У меня грин-карта уже давно. Вы не гражданин. Не гражданин. Пока не гражданин, но грин-карта есть. Мгм. А у вас только российское гражданство? У меня российское, просроченное уже. Я давно не возобновлял паспорта, не обновлял паспорта. У меня израильское гражданство и вид на жительство в Америке. А почему Лазурный берег? Ну, так случилось, что Это я- налоги? Нет, нет. Моя супруга была резидентом в Монако, и я просто переехал к ней. Часто здесь бываю, скажем так. До знакомства с вами. До знака 13 лет назад. Мы познакомились. Вот. В июле было 13 лет. На сколько лет ваша супруга вас младше? На 32. На 32. То есть ей сейчас 40, Будет 45. 45. Такая разница. Смущала ли вас, когда вы знакомились? Ну, естественно, наводила на мысли. Как вы эти мысли рассеивали? Они продолжают рассеиваться То есть постепенно. у вас до сих пор есть сомнения? Это перманентный процесс. Ну, вас смущало самого, что девушка настолько младше? Ну, естественно, но это, скажем так, заметно, да. И ну, люди разных поколений, скажем так, да. Сложно найти общий язык. Совершенно разные люди с разными воспоминаниями, с разными там желаниями, да. Например, ей хочется в дискотеку, а мне нет. Да. И как вы это решаете? Очень просто. Я не хожу в дискотеки, потому что я не выношу громкий звук. Да, она, если когда хочет, идет. И вы норм. Но очень редко. Я норм, да, абсолютно. А как вы реагируете, когда часто про такие союзы говорят, что у человека в возрасте трофейная жена? Первый раз слышу. Трофейная, что это значит? Ну, когда человек просто он стремится найти молодую, красивую девушку просто для того, чтобы там как Да часть нет, статуса. у нас настоящее чувство, это было все по-настоящему. Это не было просто так. Ну, во всяком случае, с моей стороны, скажем так. Я с некоторых пор решил, что как эксперт в женщинах я в жизни не состоялся. Я в них так и не разобрался. Может, это и хорошо? Была громкая история с вашим разводом предыдущим. Да. Вас обвиняли в харассменте, и звучали обвинения в даже харассменте по отношению к дочери. Да. Непристойные прикосновения. Да. Inappropriate touch. Да, непристойные... Неправильные прикасания. Да. Бред. Да? Это Америка. Ну, расскажите, что значит Америка. Ну, Америка, там очень легко постараться, да, завести дело против любого человека, да. Суд будет его рассматривать, но рассматривать будет очень тщательно. Если обвинение несостоятельное, то их, так сказать, dismiss, их отменяют. Давайте восстановим. Ваша жена бывшая заявила, что вы непристойно себя вели по отношению к дочери. Моя жена пыталась доказать, что я непристойно веду себя по отношению к детям. Это, кстати, для Америки не оригинальное совершенно поведение. Очень многие женщины в этом обвиняют своих мужей при разводах. Адвокаты на этом неплохо наживаются. Вот. Но это вот через это надо было пройти, да, надо было доказать, что я ни в чем не виноват, что и произошло. Сейчас у меня прекрасные отношения со всеми моими детьми, и я с ужасом вспоминаю эти годы, когда шла борьба в судах, и когда действительно был риск того, что меня могут просто посадить. Был шанс, скажем так. А про прикосновение это дочь заявляла или жена? Это заявляла жена. Она, значит, подговорила дочку, ну, девочка, так сказать. Сколько ей было тогда? Ей было 9 лет, 10 лет. Да. Маленькая. Вот сейчас с этой дочкой у меня прекрасные отношения. Сколько сейчас? 24. А вы с ней как-то проговаривали это? Ну, конечно, мы на эту тему говорили и продолжаем говорить. Иногда вспоминаем. Ну что, это была такая трагедия, скажем так, для всех. А дочь как-то объяснялась или как вы закрыли Ну, конечно, вопрос? объяснялась. Ну, вопрос закрыли. Мы поняли, что и я, и она, что мы просто кормим юристов, да, и мы договорились. И вы, Но жена? мое обвинение было, я был оправдан, скажем так, да. Судом?
Да, суд оправдал и меня, и ее. Ее тоже обвинили, кстати. Ее обвинили в предумышленном alienation, это называется по-английски. Подстрекательство. Да, настраивание детей, умышленное, да, таргетированное настраивание против отца, да. Это тоже уголовно наказуемое преступление в Америке. А мое преступление, я подозревался в том, что я неправильно обращался с детьми. Учитывая, что дочь тоже давала показания. Неправильно трогал детей. Да. Ну, там сексуальный подтекст был. Естественно, это то, что специально подготовленные юристы умеют раскручивать в судах. И 1,5 года я был в подвешенном состоянии, пока это дело не закрыли. Пока суд это дело не закрыл. Как вы это проговорили с дочерью? Ну, когда она выросла, она сама мне позвонила. И что сказала? Извинилась, приехала ко мне домой. Плакала. И что она говорила? Что мама подговорила? Ну, она говорила, что я была маленькая, что я ничего не понимала. Ну, у нас с ней был прямой, открытый разговор. А с женой у вас есть отношения с предыдущей? Нет. Нет. А Есть вещи, которые сложно простить просто. журнал Forbes про вас писал: когда в 1991 году вместо Гавриила Попова мэром Москвы стал Юрий Лужков, девелопер Шалва Чигиринский быстро наладил отношения с новой командой. С восточным гостеприимством он принимал по 40 гостей на бывшей даче Анастаса Микояна в Барвихе, где когда-то парился в сауне Сталин. Насколько это близко к правде? Бред полный. Ну, значит, смотрите. Во-первых, если мне память не изменяет, Попов ушел в 92-м году с поста мэра, а не в 91-м. Так. Да? Во-вторых, я уже Лужкова знал давно. Наше знакомство произошло, близкое знакомство произошло во время передачи бывшей Брежневской дачи. Забыл место, где она была. По-моему, в Кольчуге. Сейчас бы она показалась домом для охраны какого-нибудь там олигарха. Да? И там эту дачу, она была передана на баланс правительства Москвы, если я правильно помню. Так. И как-то меня туда пригласили. И у меня уже было за спиной построенных там пару домов, и я как бы считался человеком, который очень осторожно, но как-то весомо, грубо, зримо, скажем так, вошел в этот бизнес, не имея образования строительного и так далее. И я остерегался там каких-то высказываний тогда. Лужков стал показывать Попову грандиозные планы. Строительство Сити, строительство этого, строительство этого. Он любил строить. Ну, что, мне говорит Попов, как ты думаешь? О, видишь, какие объекты будешь строить? Я говорю, я планов наших люблю громадье. Я сказал словами Маяковского. Да? Угу. То есть это все планы громадье, но это неосуществимо. Мне тогда Лужков сказал, ну, подожди немножко, и ты будешь строить большие здания, будешь делать большие проекты. И этот человек излучал энергию, он был молод тогда, он был неутомим, он настроен на работу, на созидание, постоянно решал какие-то проблемы в ручном режиме, московские. И именно благодаря ему и благодаря его гибкости в Москву потянулись деньги. В Москву первые деньги, если вы знаете, они пошли в Санкт-Петербург. Первые банки пошли туда, потому что Собчак пользовался колоссальным авторитетом на Западе. Первый советский демократ. Да. А потом Москва переиграла или передавила, потому что то, чего не произошло в Москве, произошло в Питере. В Питере строительный комплекс был потерян как таковое. Все это было разделено на маленькие компании, все это растащили по углам. Комплексность пропала. Строительного комплекса как такового, который мог бы реализовывать какие-то планы, например, там масштабные планы перекладки коммуникаций, без которых новое строительство было бы невозможно в Москве. Лужков все это сделал одним махом, что были ресурсы, были под рукой, так сказать, был строительный комплекс, который
был в состоянии это делать. Сохранилась материальная часть этого комплекса. Сохранились люди, инженера, архитекторы. Никто никуда не убежал, все остались на местах, все стали зарабатывать деньги. Начал развиваться рынок. Вот за это спасибо. Коррупция, никогда. Спасибо всем за это. Если бы этого не было бы, да, вот это вот то вот первобытное состояние капитализма, которое надо было бы пройти во всей стране, понимаете, как этап. Это мое мнение. Я могу ошибаться, это можно критиковать, но вот мне кажется, что вот эта вот как бы детская болезнь перехода к капиталистическому обществу, да, с нуля, да, из ничего, она должна была бы быть пройдена, причем без высоких цен на нефть. Высокие цены на нефть появились только в 2002 году. Они стали расти. Ничего не было. Лужков сумел построить, начать строить Сити, сумел построить внутреннюю окружную дорогу. Третье кольцо. Третье кольцо. Это же огромные деньги на это все тратились. В Москве была создана инфраструктура для дальнейшего развития города. Уже шла программа отселения пятиэтажек. Много сейчас в Москве пятиэтажек? Еще да. Еще есть, но сколько было? Так, вы познакомились тогда. Да, мы познакомились тогда. И тогда, да, это был, скажем так, рынок, где можно было все. Вот можно было захотеть там построить лишние, там, допустим, 2-3 этажа, да, даже 10 этажей. Можно было бы сделать. Можно было бы согласовать. А кому угодно или вам? И кому угодно, и мне тоже. Ну, так уж кому угодно. Но я уже брался за городские проекты, понимаете? У меня не было ни одного проекта, который бы был бы построен, обычных проектов. Не было. А что касается приездов ко мне на дачу, да, то да, это была большая дача, я ее снимал. Но не с начала 92-го года, а с начала, по-моему, 95-го или 96-го года. Была большая компания и... Это бывшая дача Анастаса Микояна? Да, бывшая дача Микояна, которая была на балансе у Павла Павловича Бородина, у управления делами президента. Бородина я прекрасно знал. И я ее просто снял, эту дачу, и на ней жил. Так, к вам приезжала большая компания КОЛ? Приезжали все, многие. Чиновники. У меня, и чиновники у меня бывали, и журналисты у меня бывали, артисты у меня были, представления целые. А вы чиновников приглашали, чтобы что? Играли билеты. Лужков приезжал часто, привозил чиновников, привозил разных гостей своих, потому что у меня была хорошая кухня грузинская. Я там наладил приготовление прекрасных, вкусных вещей. Я взял повара из Арагви, грузинского ресторана. Легендарный советский ресторан. Легендарный советский ресторан. И у меня там была вот такая, как вам сказать, туда очень люди любили приезжать. То есть Лужкову, там был огромный мэр какого-нибудь другого города приезжает, мэр другого города, он приезжал. Даже Жак Ширак приезжал, он привозил его. Президент Франции. Не президент. Когда он был мэром, он приезжал. Очень любил грузинскую кухню, любил грузинское вино. Вы это делали, приглашали чиновников просто потому, что это такой джар, да? И он мог пригласить, тоже мог позвонить, Шалва, я к тебе приеду, привезу там кого-то. И привозил. Я принимал гостей с удовольствием. Вы могли сказать нет? Ну, как я могу сказать? Не в настроении, дела, свидание с женой, Нет. мероприятие семейное. Я мог не быть там на месте. Я мог сказать, меня нет в Москве, там, но вы приезжаете. Он тогда не приезжал. Такое могло быть. А так нет, конечно. Я очень бережно относился к статусу Юрия Михайловича. И это был мэр Москвы, которого я очень уважал. И все, что он делал, да, у меня вызывало удовольствие. Потому что Москва поднималась из руин. В 98-99 годах Алексей Навальный работал юристом в девелоперской компании ST Group, которая принадлежала вам. Да, но я тогда об этом не знал. Вы не помнили его? Может быть, но, честно говоря, не припоминаю. Когда вы об этом узнали? Я об этом узнал, когда я прочитал его книгу «Воспоминания». Патриот. Да. Там есть упоминания, я очень был удивлен. Немножко не понравилось какой-то такой между строк саркастический тон.
описание его пребывания в моей компании, да, ну вот что вот компания там выкупила дешевые путевки, посылала их в Турцию на отдых, да, ну, сотрудников компании, и что он поехал. Тогда никто этого не делал просто, понимаете, и мы делали это за счет компании, а не за счет работников компании. И это у нас было правилом. Мы так сплачивали коллектив. Может быть, мне показался этот тон саркастическим, да? Может быть. Я не знаю. Надо еще раз посмотреть, я давно это читал. Как вам книга? Нормально. Мне вообще Навальный нравится. Очень. Очень талантливый, очень смелый, безрассудно смелый человек. Когда вы познакомились с Еленой Батуриной? Сразу же? Я думаю, что в 91-92 году, когда были совместные поездки там куда-то, она постоянно сопровождала супруга во всех поездках. А он много ездил, Лужков. Я его часто сопровождал тоже. И Ресин его сопровождал. И он ездил и по России, и вне России. В одном здании располагался офис Батуриной, ваш и Ресина. Когда я заканчивал здание на вот этот свой флагшип, который я построил, там, кстати, на верхний этаж банк Credit Suisse, этажом ниже банк Société Générale, этажом ниже Exxon, этажом ниже еще раз Credit Suisse и этажом ниже Международный валютный фонд. И дальше там крупнейшая в мире Coopers and Lybrand, да, сейчас Pricewaterhouse практически. То есть через мой дом шел весь бизнес в России. Международный валютный фонд, который тогда давал добро на любые действия российского правительства, да, потому что он финансировал российское правительство, частично, правда. Вот выпуск ГКО там, и так далее, в этом участвовал Международный валютный фонд, правда. Вот почему ФБК это не расследовали. Почему Международный валютный фонд придумал вот эту штуку. Создать вот это вот государственные краткосрочные облигации, которые давали там сумасшедшие проценты. Это же было ограбление страны. На это надо было бы обратить внимание. Но не важно. Да. Важно то, что через в мой дом часто ходил Чубайс, Федоров, министр финансов, постоянно работал с Международным валютным фондом. Мой офис был рядом с Международным валютным фондом. И когда Лужков увидел, что я наконец построил это здание, да, и уложился в сроки, и я вам покажу фотографии позже, когда лица Ресина и Лужкова, когда они вошли в атриум здания, они просто обалдели. И Лена говорит, вот мне, говорит, рассказали, что это самое лучшее здание в Москве, я хочу в этом здании сидеть. Она глава Интека тогда уже. Она уже была глава Интека, но так ее на рынке не было видно. И потом, когда, значит, Попов ушел в отставку, ему выделили этаж с входом из моего подъезда или из другого, я уже не помню. Гавриил Харитонович тоже сидел в моем здании. И всю другую часть, то есть 3/4 этого здания отдали Лене. То есть это Ресин из доли города отдал Лене. И она уже снимала эту часть. То есть она сидела на 4 этаже, я сидел на 7 этаже. Со стороны это выглядит, конечно, как для того, чтобы удобно было решать вопросы. Крупный строительный бизнесмен в одном помещении с главным городским чиновником и с женой совсем главного чиновника города. Да. Ну, хорошо устроился. Да. Но я построил это здание. А других зданий не было таких, как это. Но это помогало вам? Где была своя кухня, где был свой кейтеринг, где был свой паркинг, где все было, где в центр Москвы, где сидели известнейшие компании. Это было престижное место, все хотели там быть. Время было слияние капитала с чиновничьей властью. Вот метаморфоза, которая произошла в России. Как-то совсем незаметно, да? Заметно. Вот это предопределило все. То есть чиновничий капитал, чиновничья власть, она поняла, что она может не пущать и не давать. Бизнес
понимал, что чиновников можно купить и подкупить, и нужно даже. Иначе вопросы не решаются. Твоя значимость определялась не тем, что ты можешь и что ты умеешь в бизнесе, а тем, с кем ты, какой чиновник тебя поддерживает, и что ты можешь себе позволить. И можно ли просто так вот к тебе прийти и сказать: эй, ты, парень, подвинься, пожалуйста, мы хотим твое место занять. Вот это было важно. Вы согласны, что это, собственно, привело Россию к тому состоянию, в котором она сейчас находится? И это тоже. Но это совершенно другое. Это я рассматриваю как тот этап, который невозможно было бы избежать, с моей точки зрения. А вы его так рассматриваете не потому, что вы были участником этого слияния? Нет, я так это рассматриваю, потому что такие этапы были во всех странах. Во всех странах были этапы бурного развития капитализма. Ну, прочитайте Драйзера, да? Ну, прочитайте. Прекрасная вещь. И вы все узнаете, как было в Америке. Какое мнение у вас о Елене Батуриной и ее влиянии на Лужкова? Нарастающие. Оно менялось? Ну, нарастающие, да. Вначале влияние было минимальное. Да, она сидела и молчала. А потом она все больше и больше стала, так сказать, входить во вкус и все больше и больше влиять на мужа. Вы в какой-то момент говорили, что, по сути, у нее было альтернативное правительство Москвы. Да. А как это проявлялось? Она назначила на этот пост какого-то человека, без подписи которого Лужков не подписывал ни одного документа. Но это было уже в 2007 году. Незадолго до ухода? Незадолго до моего отъезда и его ухода. А на какую должность она поставила? Я не помню. Я его лично... Я знал его, но близко не знал, он мне не был нужен просто. Я с ним ничего не согласовал. Так. Я вам говорю, я все мог согласовать напрямую с Лужковым. Мне эти люди не были нужны вообще. Никто. Если бы я захотел, я бы их мог пригласить к себе в офис. Любого члена правительства Москвы. И они бы с удовольствием ко мне пришли. Как вы вообще оцениваете, нормально ли это, когда жена мэра города владелица главной строительной компании города? Ненормально. Ненормально. Но в то время это было нормально. А вот никаких альтернатив не было? Ну, это было, слушайте, есть... Я готов еще как-то понимать историю про прохождение капитализма. Юрий, вот смотрите. Да, это ненормально. Более того, вот мне Лужков в сердцах говорил, что Путин ему говорил: Юрий Михайлович, это ненормально, что ваша жена... А он Путину сказал, что я мешаю своей жене, она была бы крупной миллиардершей, но ей приходится кое-какие бизнесы крупные не делать в городе, потому что я мэр Москвы, что она сдерживает себя и терпит убытки. Ну, это же какое-то абсолютно мифическое. Конечно. Это как на Россию никто не... Ну, этот человек так любил свою супругу, да. Бывает такая любовь. Представьте себе. Не часто, но вот я свидетель. Абсолютно доверял своей супруге, и все, что она говорила, он принимал за истину. Сейчас вы можете такое позволить себе? Нет, конечно. И даже если бы мог, я бы не стал этого делать. Почему? Ну, потому что она мне не нужна просто. А есть ли у вас тоска или грусть по тем временам, когда вы могли это позволить? И да, и нет. Если честно, то я на этой вилле ни разу так и не отдохнул толком. Потому что всегда были какие-то гости, всегда нужно было кого-то принимать, кого-то встречать. Были какие-то званые обеды, ужины. То есть это была работа. Ты не мог там поваляться, полежать, расслабиться. Просто побыть самому с собой. Даже детям не было времени уделить. Бывал ли кто-то из российских чиновников на этой даче? Конечно, бывали. Юрий Михайлович был, его супруга бывала там. Многие приезжали. Они прилетали к вам за свой счет? Да. Но мы оплачивали вертолет. Вот, Из аэропорта? Если кто-то прилетал на вертолете, у нас был контракт такой, ламп-зам, сделанный с вертолетной фирмой. Они нам дали фиксированную цену на перелет, и это было достаточно дешево. А сколько трансфер стоил тогда на вертолете? По-моему, 400 или 500 евро. В одну сторону. То есть с них билеты, с вас койко-место?
Нет, они не покупали никаких билетов, просто это входило... то есть у меня был один контракт, я отплачивал в год какую-то сумму, я не помню какую. И они летали. Нужно, чтобы кто-то этот вертолет встречал, там, это целая история. Нужно следить за тем местом, вертолетной площадкой. Там должны работать какие-то фонари, передатчики, там ночью можно было приземляться. Это же целая история. Ваши отношения с Лужковым и Батуриной — это коррупция? Да. А расскажите, в чем она проявлялась? Ну, во всем она проявлялась. Уже когда, так сказать, бизнес стал разрастаться, уже ситуация достигла, так сказать, уже когда в 2000-х годах, да, когда возникла уже открытая угроза бизнесу. И нефтяному бизнесу, да, в который я вошел, да, и бизнесу недвижимости. Уже была попытка, так сказать, не дать создать, помешать созданию московской нефтяной компании. Уже, значит, было украдено крупнейшее месторождение из тех, которые я собирался внести в московскую нефтяную компанию. Уже была попытка 2 августа 2002 года, как сейчас помню, захватить московский нефтеперерабатывающий завод. Уже господин Вайншток, глава Транснефти, по приказу Абрамовича перекрыл подачу нефти на московский завод, нормально, куда нефть поступала во время войны регулярно даже. А тут Роман Аркадьевич остановил. Не, а вот сама схема, то есть вот смотрите, на пальцах объяснить, как это происходило. Как я это понимал, поправляйте, где я не прав. Бизнесмен Чигиринский заведует стройкой, ему выделяют какие-то участки земли, Чигиринский строит на этих местах, например, офисные центры, которые сдает иностранцам, а прибылью делится с Батуриной. Батурина при этом обеспечивает ему политическую крышу, в том смысле, что никаких бюрократических преград и прочих вещей нет, потому что она жена Юрия Лужкова. Не совсем так. Опишите, как было. Значит, вот смотрите, в 2003 году, да, ситуация пришла к тому, что стало абсолютно очевидным, что без, скажем так, очевидной, беспрекословной защиты бизнеса, бизнес развиваться не будет. Нужно или уходить, да, вообще, или, так сказать, обеспечить себе определенную защиту, которая позволит выжить уже в новых условиях. Эти новые условия были связаны с тем, что те бизнесмены, которые пришли, так сказать, в результате прихода к власти Путина, они стали лезть в Москву через все форточки. Мне нужно было, так сказать, определяться. Мне, например, предлагали, как многим другим, да, договориться с какими-то федеральными людьми, которые связаны, так сказать, с людьми, приближенными к Путину, чтобы я занял определенную позицию, да, в их среде, да, и с ними вместе, так сказать, в Москве работал, и от них была бы защита. Нужна была защита, откуда бы она ни исходила. Без защиты уже стало понятно, что работать невозможно. Так, это питерский, видимо. Да, если раньше можно было работать без защиты, там, откупаясь там, и так далее, то, что вы называете коррупцией, да, на каком-то уровне. Да, то, что есть коррупция. И то, что есть коррупция, да, то настал момент, когда уже вот такими простыми откупами далеко не уедешь. И пришлось с Леной создать совместную компанию, да. Так. 2 компании. Так. Одна, которая занималась нефтью, вторая занималась недвижимостью, да. Что внутри этой компании там получала она? То есть как это выглядело? Эти компании развивали проекты. Например, либо строили, либо... Да, строили. Мы собирались построить. Так ничего и не построили. Так. То есть уже проекты были определены. Ну, например, та же гостиница «Россия», та же гостиница «Москва», например, да. Это был мой проект, которую потом, из которого я вышел добровольно. Потому что я не хотел сталкивать лбами Лужкова и путинских людей. Посчитал за мудрость уйти из этого проекта. Потому что туда лезли Ротенберги со своими какими-то людьми. Так, вы собирались... Да, я вас прервал. Вы развиваете проекты. Дальше? Дальше, значит, эти проекты развиваются. Зарабатывают деньги. Но до этого не дошло. Так.
дошло до вкладывания денег. Во все эти проекты я вкладывал деньги. В снос гостиницы России, в начало строительства башни России в Сити, крупнейший проект в Москве, там, и так далее, и тому прочее. Проектов было много. Мы строили Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Я выиграл конкурс, кстати. Этот проект получил мировое признание. Мы заняли первое место по восстановлению городской архитектурной среды в Каннах на МИПИМе. Наш проект занял первое место. Нам сделали подарок. Я его послал Путину. Он ему понравился тоже этот проект. Так, вы вкладываете. Мы вкладываем, и дальше, значит, растет компания. Мы хотели сделать IPO. Все это длилось до 2008 года, потом наступил кризис. Так, а в чем коррупция? В том, что это все, как тебе сказать, что это было все совместно с Леной уже в партнерстве. Но Лена, о том, что она моя партнер, об этом никто не знал. Это выяснилось, когда были суды в Англии. Там были офшоры. Там была швейцарская компания. Швейцарская компания, которая была на... Где она была зарегистрирована как мой партнер официально. Да. Ага. А эта швейцарская компания, ее бенефициаром была Елена Батурина. И она тоже, да. В суде английском вы в том числе говорили, что вы оплачивали ей личный самолет. Да, конечно. Сколько это стоило? 12 миллионов? Нет. И не покупку. Нет, это расходы. Там фигурировала цифра 12 миллионов долларов. Цифр не может быть. Кто это говорит? Это много? Я не знаю. Нет, столько не могло быть. Но содержание самолета могло стоить 5-6 миллионов долларов в год. Такого самолета. То есть вы просто ей оплачивали как часть вашей компания договоренности? Оплачивала, да. А она летала куда хотела? Она летала куда хотела, да. Так, ну а смотрите, когда я спрашиваю вас про коррупцию в части общения и отношений с Лужковым и Батуриной, вы говорите про начиная с 2003 года, когда угроза была. С 2003 года мои отношения с Батуриной приняли официальный характер. Но знал об этом Лужков или нет, я не знаю. Когда вы рассказывали про вот эту схему, официальную коррупцию, которая у вас случилась с Батуриной в конце, то есть в середине нулевых, вы говорите, что Лужков про это не знал? Я не знаю, знал он об этом или нет. Мы с Лужковым такие темы не обсуждали. Никогда. Он мог не знать? Не мог. Не мог. Не мог. Но я не знаю, что он точно знал. Вы знаете, все, о чем я говорю, да, если я сам присутствовал, я могу это ответить, что я знаю это, да. Есть вещи, которые, так сказать, вот догадки, как вам сказать, есть вещи, когда что-то тебе кажется, да, и ты оказываешься неправ. А иногда, так кажется, что ты в этом уверен, да. Я такие вопросы не рассматриваю. Вот если я слышал лично, и я присутствовал при этом, значит, я это знаю. Вот все, что я вам рассказываю, я при этом присутствую. А все остальное – это догадки. С Лужковым у меня никогда таких разговоров не было. Никогда. Ни с Лужковым, ни с Ресиным, кстати. Хотя может показаться, что должны были бы быть, но не было. С Леной, да. Она же, хоть она и жена, но она может делать бизнес. Она считала, что она может. Вы знаете, когда я смотрю, я опять возвращаюсь к началу, с чего мы начали, да? Почему у меня желание тому поколению, которое идет на смену нашему поколению, попробуйте меня от века оторвать, как говорится, да, Мальдештама. Вы должны понимать, что в то время люди не думали, что это коррупция. Это было нормально. Было совершенно нормально. Мэр Москвы, хозяин города. От него все зависит. Она его жена. А кто еще? Это менталитет советского человека. Советский человек, как относился Сталин к своей стране? Это была его собственность. Люди были его рабами. Хотел – расстрелял. Захотел – выпустил. Но вы же понимаете, что, возмущаясь этому, мы не правы. Я рад, что вы этому возмущаетесь. Но вы должны понять, что в то время других писателей, как говорится, не было. Было такое время. Те люди, которые закончили такие вузы, как МГУ, да, их там учили тому, что капитализм – это обман и воровство узаконенное.
Вот советский взгляд на капитализм, что такое капитализм? Кто такой капиталист? Он вор, его нужно уничтожить, расстрелять. Мистер Твистер. Это капиталист. Негодяй. А раз у нас капиталист, значит что, бери, что хочешь. А что? Не имеешь права, что ли? Это же ничего. Конкурс на работу с гостиницей «Россия» вы выиграли благодаря этой связи с Батуриной? Я так не думаю. То есть вы хотите сказать по-честному? Ну, конечно. Вы что? Это проект Фостера. Во-первых, нам раза 3 этот проект заваливали. Мы его с большим трудом утвердили. Если я все правильно помню. Было жюри гигантское просто, в котором участвовали даже иностранные архитекторы. Было голосование. Там, если я правильно помню, я получил 15 голосов из 25. 15 получил мой проект. Насколько я помню, там в этом конкурсе Штрабак в том числе собирался участвовать. Штрабак участвовал И как давал альтернатива. сильно, он готов был инвестировать гораздо больше денег, миллиард, что ли, долларов, или, то есть больше, чем ваш проект. Не, наш Был проект. большой скандал, и, в общем, очень многие считали, что вы выиграли этот конкурс просто из-за своей близости к Лужкову и Батуриной. Ну, можно и так считать, да. Но я так не считаю. Наш проект был на самом деле лучше. Вы можете поднять все проекты, которые участвовали в конкурсах, и сравнить просто. Это был на самом деле хороший проект. И очень жаль, что он не построился. И этот проект отнял у меня много здоровья и жизни, потому что я несколько месяцев вообще не спал. Это было очень сложно на ровном месте снести этот гроб, который стоял несколько десятков лет в Москве. Уродовал город. Я вообще горжусь больше всего. Я построил много разных проектов, но разрушенным проектом я горжусь больше, чем любым построенным. Вот представьте себе. Потому что гостиница «Москва», гостиница «Россия» уродовала весь город. Ну, она действительно некрасивая. Это была раковая опухоль на теле города. И то, что я это все снес, это была моя идея, и что удалось все это протолкнуть, и что, кстати, и Путин это согласовал, снос этой гостиницы. Лужков ходил к Путину согласовывать это. И то, что общественность была против, там огромное количество людей, и опять были, так сказать, возражения, там, что это вот памятник советского минимализма, там, что такое не придумывали. Это было ужасное здание. Хотя, когда оно было введено, конечно, оно было передовым зданием. Но потом оно заслоняло весь Кремль. Какой объем в центре города, можете себе представить? Как вы относитесь к тому, что на его месте ничего не появилось, а появился парк? Плохо. Почему? Ну, потому что мне это не нравится. Но это субъективно. Или объективно. Так вот, весь Кремль виден теперь из-за парка. Да. Так можно еще и ГУМ снести, будет лучше виден. Не-не, вы же только что сказали, что она заслоняла собой весь парк. Да, но наш проект был в 2 раза ниже, и все было видно. Более того, были раскрыты прекрасные видовые коридоры на храм Христа Спасителя, на храм Василия Блаженного. Лужков был одним из претендентов на то, чтобы стать президентом России в 2000 году. Да. Вы были рядом с ним. Да. Вы видели, как Лужков не стал президентом, а Путин стал. Расскажите, что знаете, что видели. Лужков никогда не артикулировал своего желания стать президентом. Но все считали, что он должен. То есть вот вся, скажем так, то, что Путин назвал в свое время комарилией, да, она толкала Лужкова, значит, именно на то, чтобы он стал президентом. Потому что, конечно, многие были недовольны Ельциным. Лужков с Примаковым образовали, значит, коалицию. Это была такая, скажем так, ситуативная коалиция, да, где Лужков, имея, значит, значительные связи в регионах, потому что он помогал регионам. Москва очень много помогала регионам, потому что регионы были в ужасном состоянии. Например, Алтайскому региону, я знаю, Лужков помогал. Лужков в Крыму строил там жилье. И вообще первый поднял тему Крыма Лужков.
Это так. И Янукович впервые образовался у Лужкова, а не у Путина, который потом был Лужковым познакомлен с Путиным и так далее. Он вел Януковича. В это время, вот если вы приходили, я приходил часто в его приемную, да, там часто был, я мог встретить, да, начальника Кантемировской дивизии, Таманской дивизии. Ну, это те дивизии, которые, так сказать, где бюджет не мог оплачивать. Лужков содержал. Штыки. Да, в буквальном смысле этого слова. Он мог взять власть в любой момент. То есть своя гвардия у него была потенциально? У него была фактическая власть и поддержка. И Ельцин уже начал готовиться, так сказать, к передаче власти и стал пробовать разных руководителей. В это время Путин, по-моему, еще сидел или не сидел. Он возглавил ФСБ. Да. Еще не был решен вопрос по Путину. Я вам позже расскажу, как его, со слов Березовского, как его этот вопрос Путина решался. И в этот момент Ельцин стал выдвигать Степашина. Да. Как пробный шар. Да? Степашин как одного из преемников. Когда вот прозвучала знаменитая фраза «не так сели». Мем из 99-го. Когда уже Боря мне сказал, все, есть договоренность, значит, что идет Степашин, но будет, не будет Степашин, не знаю. Кто будет. Параллельно с этим рейтинг Примакова достиг, по-моему, 40% или 40 с лишним процентов. Рейтинг Лужкова достиг 28%, ну, если верить этим рейтингам. А рейтинг, значит, Ельцина упал до 3%. 99-й год. Это уже наступил 99-й год. В 99-м году я занимался своими этими нефтяными делами и закрыл сделку по покупке этих активов и по внесению этих активов в публичную английскую компанию. Боря все это знал, я с ним общался. Кстати, я предпринимал не одну попытку помирить Лужкова и Березовского, устраивал им встречи. Лужков категорически не хотел, чтобы кто-то об этом знал, даже его супруга. Можете себе представить. Про Березовскую чуть позже, да. Да. Лужков. В это время уже начались разговоры о том, что Лужков и Примаков должны создать, значит, тандем, один из которых, значит, станет президентом, а второй премьер-министром. И вот этот тандем, он будет выступать на выборах как альтернатива любого, кто, значит, выступит против них. Идея захвата власти, да, то есть взять и просто выбросить там Ельцина из Кремля, что многие, так сказать, о чем многие говорили, и что можно было, в принципе, сделать. Потому что страна была фактически не руководилась никем. Там был полный раздрай. Идея. Даже Естержемский перебрался к Лужкову. Да, еще раз. Идея не рассматривалась. Выкинуть Ельцина из Кремля. Не рассматривали. Лужков категорически. Вообще Лужков отказывался быть президентом. Я ему как-то... То есть 99-й год, мы подходим к тому, что Примаков-Лужков — это тандем, который идет на выборы думские, а потом президентские. А потом президент. Кто-то из них становится... И в этом же году, в 99-м, я знакомлю Лужкова с лордом Беллом. Так. Это знаменитый человек, ныне покойный, мой друг. Я хотел Лужкову предложить, чтобы Белл возглавил его компанию. Фактически все эти переговоры закончились тем, что между Лужковым и Примаковым должно было состояться соглашение или разговор о том, кто идет президентом, а кто идет премьер-министром. Они никак так этот разговор и не провели. Почему? Я не знаю. Лорд Белл мне сказал, я не понимаю, чего они хотят. Так. Встреча была у меня на даче. Микояновской. Да. С моими переводчиками, естественно. Так, а встречи Примакова-Лужкова не случилось? Я Лужкова очень хорошо знаю. Знал. Я ему говорил, Юрий Михайлович, вам нужно решить, кто идет на пост президента, а кто будет премьер-министром. Лорд Белл сказал Лужкову, что он, как хозяйственник,
может на первом этапе стать премьер-министром, учитывая возраст Примакова, да, и можно было бы, и умно было бы пропустить Примакова вперед, да, на пост президента, потому что есть большие проблемы у России, как у государства, да, доктринальные, там, и такие, и сякие, там. Нужно было решать какие-то серьезные вопросы политические, а хозяйственные вопросы решал бы Лужков. И потом, через 4 года? следующие 4 года, мог бы пойти Лужков и стать, значит, президентом. Лужков, когда он не хотел отвечать на вопрос, он там раздувал щеки. Вот он сидел и никак, я из него не мог выдавить. Чего вы хотите, Юрий Михайлович? Вот поставьте задачу. Если вы хотите, чтобы Примаков стал премьер-министром, а вы президентом, это тоже годится. Просто надо договориться с Примаковым, чтобы он согласился. Но у Примакова выше рейтинг. 1,5 раза. Но у Лужкова, как вам сказать, у него лучше сложившиеся отношения с руководителями регионов там, и так далее. Да. То есть это были равноценные политики, скажем так. И того, и другого я прекрасно знал. Вот этого диалога между ними не произошло. Вот они мямлили, значит, до октября месяца, пока за них не взялся Доренко. Доренко начал информационную войну. В итоге их партия проиграла парламентские выборы в... Доренко начал информационную войну. И в этот же момент Путин посетил день рождения Примакова, юбилей, 70-летний. Отвел его в сторону и с ним о чем-то минут 15 разговаривал. Никто не знает о чем. После чего Примаков отказался от политической борьбы. Президентской. От президента, ну, политической. Да. Вы знаете, что он отводил в сторонку? Вы были на том дне рождения? Нет, конечно. Вы знаете со слов Березовского? Я знаю, чья идея была, чтобы Путин пошел туда и поговорил с ним. Чья? Была Березовского. Потому что Путин не хотел разговаривать с Примаковым. Примаков был врагом Березовского, причем таким, знаете, бескомпромиссным. И, естественно, всего того, что принадлежало Березовскому. Естественно, он был очень обижен тем, что его так грубо снял Ельцин. Да? И от него в будущем никаких компромиссов не ждали. Если бы он стал бы президентом, да, то для этой группы людей это означало бы, так сказать... Реакцию. Приход Путина и разговор с Примаковым мог расцениваться Лужковым один на один, мог расцениваться как предательство. Потому что на носу выборы это противник. Так, с ним нельзя общаться. С ним не... Но он же премьер-министр, вот он приходит, его, в принципе, нужно было не пускать. Да? На день рождения. Или, например, говорить, а что, у меня секретов нет, садитесь. Вот вы премьер-министр настоящий, я бывший. Ну, То садитесь. есть Лужков увидел это, посчитал это за предательство или неподобающее поведение. Мне так кажется. Да, и после этого тандем распался. Да, мне так кажется. А Боря нам хихикал. Я говорю, это твоих рук дело. То есть это не разговор был, когда когда премьер-министр, там, ФСБшник, еще недавно директор ФСБ приходит к Примакову и пугает его, а это просто такая вот игра. Просто поговорили. Поболтали и испортили в итоге тандему связку. Да, просто вот на какую-то тему поговорили. Один на один. В это время тандем существует. Да? Да. В это время тандем подвергается страшной травле. А Доренко... В это время Доренко, человек Березовского, тот, который за Путина, тот, который у Путина каждую неделю берет интервью. Доренко же брал, он мочит Примакова, мочит Лужкова. В этот момент приезжает Путин, его принимает Примаков. То есть, если бы Путин не предпринимал никаких враждебных шагов, не сам Путин Команда. Сам Путин не воспринимался как игрок вообще. Да? Он воспринимался как выдвиженец семьи. И в итоге под этим давлением Примаков Вы помните, отмахнулся. там было вот это, плакаты все. Семья любит Борю, Рому. Знаете, в Москве висели. Да, и в итоге под этим давлением Примаков махнул рукой и отказался от политической борьбы. Под этим Примакова давление никто не отказывал. Просто был разговор какой-то. Никто не знает, какой был разговор. Потому что Примаков тоже не ребенок же, правильно? Если Путин начал бы его пугать, он мог взять и заявить. Нет, я имею в виду, в смысле, и в целом Примаков отказался от борьбы.
Лужков отказался, и Примаков отказался. Они оба отказались. Они ушли от борьбы. Они думали, Лужков думал, что придут и на руках его занесут в Кремль, как Ивана Грозного, понимаете? Ага. Но этого не произошло. Лужкову нужно было договариваться, да, с Ельциным. Ельцин хотел Лужкова сделать своим преемником. Он ему очень импонировал. Но из-за определенных вещей, из-за смерти Листьева, если вы знаете, да, Так. когда Лужков его там, ну, специально для политических мотивов там обвинил в том, что... Ну, не обвинил в том, что он там виноват, чтобы он там сутки я вам даю, помните, говорил ему? Полиции найти. Знаете, ну при чем тут Лужков? Вся страна была в руках бандитов. Нет, смотрите, еще раз. Почему Лужков отказался от борьбы? Потому что он увидел, ну, что его союзник по тандему ведет себя, ну, странные какие-то ведет отношения с конкурентом. Да, потому А Примаков? А Примаков почему отказался от борьбы? Примаков отказался, потому что его довели. Потому что... Рейтинги стали падать. Вы понимаете, параллельно, вот смотрите, когда вот, если вы посмотрите, а это надо сделать, наверное, вы это сделаете, если вы посмотрите рейтинг с момента до начала вот этих программ Доренко, по ходу этих программ, как менялись рейтинги, если вы это посмотрите. И я это делал, поэтому вам предлагаю. У меня это... Они падали. Они падали. Вот этот Доренко, он, хотя Киселев там, Евгений, да, он топил вместе с Кусинским, да, они топили за Примакова с Лужковым. Но Доренко, эти отвечали, не надо было отвечать, да, нужно было оставить, и этот лорд Белл говорил, не надо отвечать на это, никаких действий предпринимать не нужно, не нужно опровергать ничего, да, нужно просто игнорировать это все, и это начнет работать против них. А они начали отвечать. Причем Примаков свое, Лужков свое, абсолютно не согласованно все это было. И все это распалось. А с лорд Беллом в итоге политическая кампания не случилась? Ничего не случилось. Нет, ничего не случилось, да, потому что никакого решения не было. Да. Если бы они договорились бы, и кто-то из них послушался бы, то вполне возможно, что кто-то из них, или Примаков, или Лужков, стал бы президентом. Даже если бы это было бы в разгар вот этой вот травли, которая была устроена Доренко. Я какое-то время с Березовским не общался. Там на него завелись какие-то дела, там Аэрофлот, то все, там прокуратура. Я говорю, Борис, ты лучше не приезжай вообще в страну, потому что, я говорю, ну, ты понимаешь, в чем дело? Ну, все. Я говорю, Боря, ну, умей проигрывать. Я говорю, ты понимаешь, ну кто этого Путина выберет? Я говорю, при всем уважении, там, как бы он там трезвый, молодой, не молодой. Ну, во-первых, я говорю, ты ему... Это осень 99-го. Это было летом. Лето 99-го. Лето 99-го. Путин уже премьер? Путин только он стал. Я ему говорю, ну, хотя бы, я говорю, ну, рубашки оденьте нормально, чтобы шея не торчала. У него... На Путине была рубашка, вот так вот, тут 3 пальца можно было поместить. Но размер не тот или... Да. Как-то он... Ну, сейчас он выглядит уверенно там, все. А тогда это был какой-то... Ну, он не производил впечатление лидера тогда. На всяком случае, на меня. Да? Сейчас у него там... Он уже, так сказать, вошел в роль там, и так далее. Да? Он умеет ходить, умеет двигаться, умеет улыбаться, умеет держать камеру, умеет это, умеет... Это тогда что? Ну, вот он стал премьер-министром, и все на него смотрят. Ну, Лужков говорит, боже мой, говорит, неужели, говорит, там, это то... Ну, все ждали, что они какой-то ход сделают такой серьезный, да, выдвинут какую-то кандидатуру, да. Они его не выдвигали, Путина, да, они его назначили премьером. И любой человек, который становился тогда премьером, он мог теоретически или быть очередной фигурой, которую, значит, уберут, и поставят другую фигуру, или уже эта фигура пошла бы дальше. И вот мне Боря сказал, что вот эта фигура, говорит, мы на нее ставим, и она пойдет дальше. Я говорю, ну вы с ума сошли. Боря, ну ты что, хочешь в тюрьму попасть? Я говорю, тебя точно, ты рискуешь жизнью. Примаков тебя ненавидит. Примаков вот, в частных разговорах, я Примакова тоже достаточно хорошо знал, он говорил, что это, говорит, это зло, абсолютное зло. Березовский. Да. И таких людей вот надо просто уничтожать, как Троцких. Вот.
Такой у него подход к этому был. Хотя я не считаю Березовского абсолютным злом. Он был прекрасным ученым, математиком, шахматистом великолепным. И вообще умница во всех отношениях. Я с удовольствием с ним общался. Умница. Он на любые темы мог поговорить, да? Умница. Да, умница. Давайте об этом чуть позже. Так. Он говорит, подожди, ты ничего не понимаешь. Я сейчас приеду в Москву, сейчас период отпусков закончится, там все. И все, я уехал, думаю, ну что я сейчас вот буду лезть в это? Ну, вот, Борю переубедить невозможно. Этого Лужкова невозможно. Ну, надо отойти в сторону, ни в чем не участвовать, ничего не делать. Правильно? Ну, что я могу? Я поменять ничего не могу. Что будет, то будет. Занимаюсь своими делами. Боре не звоню, а у нас было как? Для того, чтобы я не засветился, вот нет ни одной записи. Знаешь, у меня был отдельный телефон для разговора с ним. Только с Березовским. Только с Березовым. Вот ему надо было, он мне мог звонить. Договариваться с ним было бесполезно. Это был уникально неточный человек. Я думаю, или Путин с него срисовал эту неточность, или что, я не знаю. Непунктуальность. Абсолютно. Договориться было невозможно. Он постоянно опаздывал. Борьба была бесполезна с этим. Извиняюсь. Я вам покажу. Там, он передо мной извиняется за несколько дней до смерти. Запись он мне прислал. Ну, он мне звонит в 12 ночи или 11:30. Ты мне нужен, срочно нужен, приезжай ко мне в больницу. Я говорю, что такое? Я говорю, какая больница? Ты где? Да я в инфекционной больнице, приезжайте, я тебя выпущу, пропуск тебя встретят, приведут. В Москве. Да, тут у меня сидят ребята. Я говорю, Борь, ты обалдел, что ли? Я говорю, 11:30 ночи. Я сижу у себя на даче. Он говорит, ты мне срочно нужен. Я говорю, что случилось? Мы берем власть. Я говорю, Боря, какая власть? Я говорю, все, время прошло, вы все потеряли. Никакой власти не может быть. Ни партии нету, ничего нету. Ни лидера у вас нету, никого у вас нет. Сейчас мы создаем партию, я выигрываю выборы думские. Я говорю, ну, в общем, он мне назвал, кто там есть, Белковский, Доренко и Миша. Леонтьев. И Шабдур Расулов, Игорь, которого я тоже хорошо знал. Я не знаю, где он сейчас. Я его давно не видел. Я говорю, Боря, я никуда не поеду, я светиться не хочу. Я говорю, если ты хочешь, приезжай. Я приеду, куда скажешь. Он согласился. У меня лицо, все в пятнах, ты меня куда-то вытаскиваешь. У него краснуха была? Краснуха у него была, да. А с краснухой можно выходить из дома? Нельзя, но кто его остановил бы там выходить? Okay. У него все в пятнах. Он приехал, как эти иезуиты ходили в этих таких штуках с капюшонами. Он приехал, а мы встретились в Эльдорадо, в ресторане. Он пришел и что? Дом просить у меня, дом. Для штаба предвыборного. Здание для предвыборного штаба. Здание для предвыборного штаба. Потому что это здание мы продали Смоленскому, банкиру. Он заплатил половину денег за это здание. Мы его продали за 100 миллионов. Так. 50 он заплатил. Остальные 50 он нам дал в качестве кредита на строительство 3 объектов. После этого, в результате покупки сельхозбанка, Смоленской банкротится после дефолта. Так. Купил он до дефолта. Под него это здание отделали. Там была куплена дорогая мебель, сделана была дорогая отделка. Мой брат этим занимался. Ну, просто все было сделано под самый дорогой офис, такой headquarter, да? Верхний этаж был весь в диванах, там wood paneling там и так далее. Внизу зал переговоров, плавающие лифты, ну, эти, как его, в атриуме, да? Кейтеринг, там весь, все готовое. Заходи и работай. И вдруг Смоленский банкротится, и все, он отказывается, значит, выплачивать. Здание становится вашим. Да не стану, оно и было, мы ему не переоформили это здание. И к нему, значит, обратился, они же там дружили с Борей, близко, с Смоленским. Он ему, давай мне, говорит, это здание, я с тобой рассчитаюсь. А Смоленский хотел продать это здание уже, кому угодно. Он уже говорит, не хочу здесь жить, хочу уехать, все, уже надоело. В этой стране никогда не будет порядка, сейчас будете одного выбирать, потом другого выбирать. У него был такой минор у Смоленского. Я говорю, слушай, Саша, ну мы с тобой не будем ссориться из-за этого здания. Я говорю, пройдет время, там, что-то... Я понимаю, что у тебя нет денег, и у нас нет, ни у кого в стране нет денег.
И Боря тебе денег не даст, и у него нету денег. Вот он ко мне пришел, говорит, отдай мне просто так это здание на время. Я там сделаю штаб. Это я, человек Лужкова, должен ему отдать здание для того, чтобы он там организовал выборы Путину, который против Лужкова. Я говорю, Боря, ты что, обалдел, что ли? Я говорю, ты хочешь, чтобы меня Лужков порвал на куски? Я говорю, как я тебе могу дать здание? Деликатная ситуация. Деликатная ситуация. 3 часа прошло. Я говорю, Боря, ты проиграл, ты не вы. Я выигрываю, все, вот название этой партии, все есть. Как только я договорился с Березовским, думаю, боже мой, что я сделал? Сейчас попал между Сциллой и Харибдой. Безвыходная ситуация. То, что Лужков об этом узнает, и он знал, что я этот дом строил, это 100%. Ну как? Я с Борей договорился, он меня достал. Я ему говорю, хорошо, приходи, забирай, только никому ничего не говорить. Я говорю, ничего переоформлять не надо. Я говорю, ничего я не буду делать. Я говорю, как хотите, так и делайте. Забирайте, я говорю, это здание. Потому что этот, как его, Смоленский говорил, ну, он говорит, типа он хотел отболтаться. Тот же денег не давал, и мне денег никто не давал. Мне Боря говорит, если мы победим, представляешь, говорит, где мы будем? Я говорю, вы не победите. Но страна будет наша. Он говорит, страна будет наша. Ну давай, рискуй. Ты же игрок, рискуй. Снял с тебя эту штуку. Я говорю, ладно, все. А следующий день кто-то пришел, я передал это, как его, дал задание освободить здание. Ну, от охраны снял. Те сразу всех своих людей. Я говорю, можно я буду продолжать продавать это здание? Через неделю я туда отправил этих брокеров своих. Естественно, их никто туда не пустил, всех выгнали оттуда. Брокеры пришли, я говорю, ну все, прощай здание. Стал кусать локти. Думаю, что делать? Пошел к Лужкову. И говорю, Юрий Михайлович, а вот смотрите, или они выигрывают выборы сейчас, ну, с Примаковым у вас не срослось, да? Или... И Боря мой человек, да, они же считали, и что было правда, они не считали Путина суверенным человеком. Они считали, что он человек Березовский. Они считали, что он не человек Березовский, он человек семьи. Вот эта семья, и вот, значит, сказал, вот ты будешь... И типа будет им руководить. Да, а Березовский будет им day-to-day там руководить. Как да? член семьи. Как член семьи, давать задания. И я говорю, вот, слушайте, ну он пришел ко мне просить здание. Ну, я мог отказать. И что ты сделал? Я говорю, я говорю, Юрий Михайлович, вот что я сделал. Я говорю, вы можете меня наказать, ну, что угодно со мной сделать. Ну, вот я так сделал. Потому что у меня хотя бы... Я говорю, а вдруг они выиграют? Вот смотрите, я говорю, у вас с Примаковым распалось это, как его. И мне Лужков говорит, молодец, говорит. Правильно поступил. Почему? Потому что у Лужкова уже распалась коалиция с Примаковым. Угу. И если Путин выиграет, то, по крайней мере, я не буду у него врага. Лужков, когда увидел, что Примаков общается на дне рождения с Путиным, отдельно не вышел, ему это очень не понравилось. И Лужков решил, он мэр Москвы, избранный народом, да, он сидит на своем месте. Его никак оттуда снять нельзя. То есть он удовлетворился этой синицей, в кавычках, в руках, да, как Москва. А следующие выборы, по-моему, должны были быть там, я не знаю, когда через... Они были, по-моему. По-моему, в 99 году были выборы мэра. То есть он до 2004 года был мэром или третьим. То есть его это устраивало. Да, он уже был в возрасте, там туда-сюда, и нормально. А встревать в какую-то политическую борьбу сильно он не хотел. Отечество, вся Россия, это была не Примакова партия, а его партия. Лужкова. Где он был номер один. Так, у него был Шаймиев вместе с сопредседателем, да? Но главный, конечно, тяжеловес был он, а не Шаймиев. Хотя Шаймиев тоже пользовался большим авторитетом. Поэтому он говорит, ну что, посмотрим, что будет. Я, говорит, смотрю на этого Путина, вот он выступает, говорит, вроде он там что-то правильно говорит, правильно. Ну, думаю, слава богу. Я думал, он взорвется сейчас, скажет, ах ты, сука, что ты сделал там. Почему отдал он? Как-то тихо. Я говорю, вот это никому не говорим, все тихо, никто ничего не знает. Проходит какое-то время. Я не следил ни за политикой, ни за чем. Я был занят вот своим этим делом. Как раз вот к концу года я завершил вот эту вот всю комбинацию и собирался там куда-то уехать, отдыхать. И даже куда, по-моему, в Америку я полетел, да.
И вдруг мне звонит, я полетел в Дубай я полетел. Я полетел на Дубай, а оттуда я полетел в Филиппины. Так. Вдруг у меня звонок, опять поздний, на тот телефон, на мой. Я говорю: Боря, привет, что ты? И крик, я слышу там шум вокруг. Мы победили, прилетаю. Я на острове Ангвилл, это в Карибском районе. Страна наша, все наше. Приезжаешь, халва, тут все, блядь, столько баб, все наше. Он же был бабником больше. А я уже был там, черт знает где. Это перед Новым годом было. Ну, все, он выиграл выборы, Боря. И тут началась подготовка, значит, к президентским выборам. Как Березовский вам объяснял, почему выбрали Путина? Как почему? Потому что он преданный. Мотив выбора Путина не заключался в том, что у Путина есть, с их точки зрения, какие-то качества руководителя. Им было нужно только одно качество – его честность, и чтобы он их не предал. А он им честным тогда оказался? Да, а он их и не предал. Кого он предал? Нет, стоп. Честность — это когда человек ведет себя порядочно и по закону, как мне кажется. Слушайте, давайте договоримся, так сказать, о терминах. О терминах. Нет. Да. Преданность и честность — это разные вещи. В каком вещи. Законе вы имеете? Вот люди в стране назначают преемника. Да. Это законно? Нет. Ну, так о чем вы говорите? Тогда преданность. А выборы, преданность, честно, выполнение. Вот дал слово, сдержал слово. Это честность. Или нет? Лояльность по отношению к ним. Да. Угу. Как вы относитесь к Владимиру Путину? Сейчас плохо. Раньше не относился. Плохо. На первом этапе он мне даже нравился. Я честно говорю. Сами представьте себе контраст, да? Вот был Ельцин, который 2 слов связать не мог. И вдруг появляется человек, который внятно говорит хотя бы. Да, и ты его понимаешь. Который вот те первые шаги, там, за исключением там моста, и там тоже с этим мостом запутанная история. Разгоном НТВ. Разгоном НТВ, да. Там была политическая борьба. Так. Да? То есть сначала он кажется современным президентом. Да, вначале, борьба с политическими оппонентами там, в той форме, там, уничтожать НТВ. Вот давайте так, да. Являлось ли НТВ политическим орудием в руках Гусинского? Да. Являлось? Конечно. Являлось. Вот, раз являлось, вот оно сдачи и получило. Угу. Так. Это, знаете, вот как укнется, так и аукнется. Да? Вот Гусинский целенаправленно вел борьбу против Путина. И этот канал в том числе. Так. После этого, чего бы я ни сделал, да, Путин этот канал разогнал. Угу. Часть из тех талантливых людей, которые там работают, они там остались, а часть ушла. Тот же Парфенов, по-моему, какое-то время еще проработал. Да, остался. Ему многие за это предъявляли, то, что он провел лоялизм, коллаборационизм. Он попытался там как-то что-то. Канал выжил, там то выжило, все выжило. Я считал, что вот многие его критиковали за возврат гимна. Я считал, что на самом деле есть 30% таких людей, которые, значит, индоктринированы коммунистическим прошлым. Их просто не переделать, да, это дрессированное население. Я считал, что их больше, честно говоря. Но статистика говорила, что таких людей 30%, так. которых переделать нельзя. И вот им там, так сказать, как в Древнем Риме были такие ветераны Гая Мария. Они очень долго влияли на всю политическую атмосферу в Древнем Риме. Так и здесь. Вот были ветераны Советского Союза. Им нужно было как-то вот создать какие-то такие условия, которые им Лужков создавал, который объявил, что у нас капиталистический способ производства и социалистический способ распределения. Полный бред, естественно, но людям нравилось это слышать. Вот так. Старушкам нравилось, что они получают пенсии. Вот я считал, что это было правильно сделано. Сейчас я считаю, что я ошибаюсь. Что мне еще... тот же Боря, да, например, да, когда там возник спор там вернуть в Чечню Масхадова или там поставить этого Кадырова, да,
Я тогда считал, что Масхадов — это, так сказать, пройденный этап, да, можно, в принципе, там согласиться, и если Путин выбрал как президент этого Кадырова, то пусть он будет, этот Кадыров, папа. Вот, на каком этапе было объявлено там, что мэры назначаются, я не помню. После Беслана. После Беслана, да. Ну, я был против этого, естественно. Мэров надо было выбирать, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что некоторые мэры в некоторых местах, которые выбирались, это были самые настоящие бандиты. Угу. Это же не все вот так однозначно. Да? Налог 13% мне нравился. Вот этот налог ввели быстро, без всяких деталей. Вот каждый человек платит один и тот же налог, 30%. 13%. Великолепно. И вдруг все стали платить. В бюджет потекли деньги. Правильно? Правильно. Мудрое решение. Дальше. Была разработана система налогообложения нефтяных компаний, которые не платили налогов до этого. Да? Там тоже вывели определенную сумму какую-то, которой подчинились все. А потом Ходорковского обвинили в том, что он, так сказать, не платил налоги. Что мне не понравилось, посадка Ходорковского мне не понравилась. Вот. Потом наступил такой период, когда уже Путин начал нравиться. Вот раньше он не нравился многим, да, во время его первого срока. Слушайте, те же Касьянов, у него работал. Тот Мойша Хаймович, как он его назвал, этого Чубайса, он вообще его привез в Петербург. Из Петербурга. Да. Чубайс. Он у него работал, проработал, я не знаю, лет 20, наверное. Да? Кто у него только не работал. У него работали вполне приличные люди, которые считались приличными людьми. Единственный человек, который его, так сказать, в грубой форме и резко ненавидел, это был Борис Немцов, да, который там называл, обзывал его там и так далее и тому прочее. Вот. Не понравилась мне его мюнхенская речь, не понравился мне его разворот в сторону Китая. Кстати, разворот в сторону Китая один из апологетов строительства труб в сторону Китая и, так сказать, разделения нефтяных и газовых потоков был тот же Ходорковский. Он агитировал против договора о разделе продукции. Он считал, что России он не нужен. Он считал, что Россия должна равнозначно развивать, так сказать, торговлю и с Востоком, и с Западом. И что обращать внимание на надвигающийся крупный китайский потребительский рынок нефти и нефтепродуктов. Вот, наконец, Путин начал строительство этой трубы. Наконец. Лучше поздно, чем никогда. Вот, а дальше я уехал. Никаких тогда я политических шагов не предпринимал против Путина, ничего этого не делал. Почему сейчас плохо? Ну, потому что сейчас вообще другая ситуация. Война двух крупнейших славянских народов. Это может нравиться кому-то? Нет, кто-то вам скажет, что не он это устроил. Хорошо. А кто это устроил? Ну, на мой взгляд, он. И он главный ответственный за Ну, это. так я вам и говорю. Даже если это не он устроил, он в этом участвует. Ну вот, вы мой брат, да, вы чем-то меня так обидели, что вы можете сказать, что я это устроил. И вы что, должны меня бить, бомбить, убивать? Брата? Ну вот, я обижен на своего брата, зол на него. Что же я его буду убивать, воевать с ним? Нет, ну тут мы можем запутаться в аналогиях. Если брат придет ко мне убивать меня, то мне придется отвечать. Ну так я вам говорю. Просто здесь вопрос в том, кто пришел. Кто кого спровоцировал, вы сейчас мне сказали. Нет, кто на кого напал. Он говорит, вот были первопричины. Какие первопричины? Где первопричина? Братские могилы русских и украинцев, где лежат миллионы людей, это первопричина начала войны? Это самое ужасное в истории всего православия. Такого еще не было. Православие такое еще не переживало, такой катастрофы. Первая катастрофа – это ликвидация православия в Советской России, коммунистов. И вторая – это. Там хоть есть
есть кого обвинить, понимаете? И была идеология, идея там, да, атеизм. В соборе, в Казанском соборе создать музей атеизма. Нормально? Вот в такой стране мы жили. Как это перенести? Я не знаю. Я не знаю. Я считаю, что это трагедия для всего славянского мира и православного. Насколько близкие у вас отношения были с Березовским? Очень близкие. Ну, то есть прям друг? Ну, такой друг, что, ну, например, там, 2000, по-моему, нет, в 97 году был день рождения моего брата, я его попросил прийти. Слушайте, он тогда победитель в этих выборах, вообще чуть ли не хозяин страны, понимаете, в 97 году. Статус Березовского, он уже сидел в этом, как его, председатель, по-моему, Совета Безопасности, да? Или секретарь Совета Безопасности. Секретарь Совета Безопасности был, все. Я его попросил, я говорю: Борь, приди, пожалуйста, я хочу уважить брата, там, чтобы ты тоже пришел. Он пришел. Вы общались с Березовским до самой смерти? Ну, за 3 дня до смерти я с ним говорил по телефону, да. В каком он был настроении? Мы с ним договорились встретиться в Израиле. У нас была договоренность встретиться в Израиле на Мертвом море. И мы с ним встречались часто. Как вы интерпретируете то, что произошло? Ну как, его охранник, которого я хорошо знаю, я забыл, как его звали, я с ним общался, последний раз лет 5 назад я его видел даже. Ну как, он его нашел, в доме никого не было, кроме охраны. Как, ну кто-то из космоса залетел и повесил. Мне звонила полиция, которая расследовала смерть его. Они мне позвонили 1 раз, потому что они определили, что он кому-то звонил, там, мой телефон. Он вам звонил? Да. О чем говорили? Я говорю, о том, о чем. Там договорились встретиться в Израиле. У вас нет сомнений, что это... Я не знаю. Вот сейчас уже, вот сегодня, да, я уже не знаю, что и подумать. Сейчас, когда история спецоперации есть? Ну, все последующее время, да, показывает, что все может быть. И все могло быть. Так же, как смерть Литвиненко там и так далее, да. Это же все не случайности. Вы общались с Березовским в тот момент, когда Путин дал понять, что больше он под влиянием семьи находиться не будет? Что было этим моментом? Может быть, Березовский Я не думаю, что Путин давал ему что-то понять. Я не знаю, откуда вы это взяли. У меня нет таких сведений. Путина выбрали марионеткой. Слушайте, с Путиным договаривались. Да? С ним была договоренность. Значит, по той версии, которую мне рассказывал Березовский, с ним была договоренность на 4 года. Это же самое, кстати, и артикулировал Доренко, если вы с ним общались при жизни. Только на интервью. Ну, на интервью. Значит, вот Березовский считал, что им нужно, значит, выбрать президента на 4 года, потом, значит, создать еще какую-то партию, как в Америке, да, вот так вот сразу, да, без подготовки населения, без ничего, сразу получить 2 борющиеся партии, демократический процесс там, и всем этим возглавляет Боря, как верховный арбитр. У него это было в голове. Но он об этом не говорил, естественно, но имел в виду. Они договаривались, он ездил к нему навстречу в Биарриц. К Путину? Да, Путин приезжал, они там встречались, договорились. И ему сделали предложение. И он эти предложения все выполнял. Там, ну, разгон НТВ, там, я не знаю, входил в это, потому что Березовский, в принципе, был противником НТВ. Он был во враждебных отношениях с Гусинским. Но потом, когда у него началась война с Путиным, он уже помирился с Гусинским. И уже стал давать интервью или предлагать, что ОРТ будет управлять, так сказать, народ. Совет директоров какой-то общий. Так, договорились на 4 года? Договаривались на 4 года, потом посмотрим. Как он говорил. А когда пришло время, давай посмотрим, Березовский уже был неудел? Березовский был неудел уже после августа. После реакции на подводную лодку вот того же Доренко, да, программе Доренко. Вот с этого начались. Трения до этого тоже были.
Там Березовский хотел запихнуть Масхадова, Путин поставил на Кадыровых. Да, ну, это был тоже вопрос. Ну, такой, из-за чего они не поссорились, скажем так, да. Короче, Березовский постоянно пытался там управлять. Но за рулем уже сидел другой человек. Все. Не немощный Ельцин, а достаточно здоровый человек, системный, да. Путин уже был, так сказать, с командой со своей. Все под него встали, в том числе и Лужков. Лужков, так сказать, взял под козырек и верно служил Путину, вплоть до последнего момента. Вы назвали Березовского умницей. Да, я И считаю, вообще очень что положительно отзываете. он был гениальным человеком. Да. Ну, смотрите, человек за 3 копейки купил Сибнефть, приватизировал Сибнефть, получил контроль в какой-то момент над Первым каналом бесплатно, и тоже там, в общем, стал заниматься вещами, которые не очень характеризуют вот как умницу. Схема с народным авто. Первое, что мне приходит на ум. Да. Ну, как тяжело воспринимать Березовского как положительного персонажа. Тяжело, я согласен с этим. Почему тогда вы его так характеризуете? Ну, потому что если бы он сидел бы на моем месте, он бы аргументировал многие свои действия. Да? Он умел приводить сильные аргументы. Потому что время было такое. Вот время было такое, когда люди брали что... Каждый брал, что мог. Вот этот бизнес АВА, который они начали делать, да, я ему сказал: Боря, из этого ничего не получится. Из этого получится русский велосипед с квадратными колесами. Да. И так оно и получилось. Ну так в этом же и штука, что ретроспективно же можем оценивать. Да, что... можем, и я вам сказал, да, это да. Ну а почему тогда остаются положительные характеристики? Положительная характеристика, потому что... Спустя годы мы же можем сказать, что это было злодейство. При всех своих минусах он производил впечатление человека, который хотел добра России. Да. И он был более продвинут с точки зрения развития демократических институтов, да, ведения политической борьбы жесткой, но на оппонентском уровне. Не на уровне, там, ты мне не нравишься, я тебя убиваю, да? Ну разве... А на уровне жесткого оппонирования, скажем так. Не, ну когда у тебя главный канал страны занимается политической пропагандой в твоих целях, разве демократические? Да, но другой канал занимался пропагандой, свободно, кстати, тем же самым. Ну вот смотрите, это был государственный канал, который, так сказать, операционный контроль над которым, кстати, один из аргументов получения операционного контроля над этим каналом перед выборами, да, аргумент был. Был как раз пропаганда. Да, пропаганда. И пропаганда против НТВ. Да. Потому что НТВ топило в другую сторону. Вот эта вот анархия, да, она начала многим людям не нравится, и продвинутым людям не нравилось. А народу тем более. Люди вообще не могли понять, что происходит. На одном канале одно, на другом канале другое. Было это хорошо? Нет, это было плохо. И люди этого не понимали. А вы так тепло о нем отзываетесь, потому что время было такое, или просто потому, что он был вашим другом? Он был моим другом, мне его жалко. У него трагическая судьба. Он пришел к полному фиаско. Его все предали, его все бросили. Я вот вам покажу его могилу. А я видел. Видели? Мы с Венедиктовым Алексеем снимали выпуск, и там про это поговорили. А вы из тех, кто не может друзей объективно оценивать? Почему? Я был его главным оппонентом всегда. Я с ним все время спорил. Я был единственный человек, который ему говорил то, что думал. Единственный человек, перед которым он мог извиниться. Там сказать: я был неправ, ты был прав. Я мог его обругать за его постоянное опоздание. Я мог улететь на его же самолете, который он заказал, не дождавшись его. Он оплатил, а я улетал. Я говорю: ты не приехал. Все, до свидания. Он один раз он прислал, мы летели на юг Франции, и специально он где-то там задержался, он прислал Абрамовича, еще кого-то, чтобы меня там заговорили в аэропорту, задержали, чтобы я один не улетел, когда он опаздывал. Мы летели на юг Франции, и
Я ждал. Я говорю, все, я вылетаю. Ну, в какой-то момент поняли, почему столько анекдотов и для чего они, да? Ну, почему вам заговаривают зубы? Что Березовский успел, конечно. Нет, они приехали, говорят, ну, Шалва Павлович, вы же знаете, он там какими делами занимается. А у вас есть гипотеза, что Путин не пунктуален, потому что насмотрелся на Березовского? Не знаю, я не знаю. Я не знаю. Но он был... Я никогда к нему, вот, где у него там в особняке, там можно было увидеть на диване отдыхающего Волошина, понимаете, который часами его ждал. И министры его ждали часами. Я туда не ходил вообще. Чтобы не позориться. Что это такое? Приходишь там, а его до тебя ждут, ему назначили там на 9 утра, а мне в час дня, а тот, который с 9 утра ждет, он уже спит на диване. Понимаете? Ну что это, как так дела можно делать? И ходить там с 5 телефонами одновременно. И со всеми разговаривать. Он был неорганизованным человеком. Очень неорганизованным. Вы уехали в 2009 году. Коротко, да. Почему? Потому что меня вызвали в следственный отдел, и на меня завели дело уголовное. Это был намек. Значит, вот, или я встаю на тропу Ходорковского, скажем так, да, который отказался уезжать. Ему же делали предложение. Или я уезжаю. Но уголовка как это сделал Невзлин. За неуплату налогов. Юр, вам нарисуют любую уголовку. Не, формально она была за неуплату. Формально, я не знаю, я не пошел просто туда. Я взял и уехал. Я взял и уехал, как только я стал не владельцем своей компании, как только они получили то, что они хотели, уголовное дело закрылось. Все. Кто вам намекнул так? Мое ближайшее окружение, я бы сам не уехал. Я не тот человек, который бы испугался. Но наличие маленьких детей, 4, надежда на то, что члены моей семьи с кем-то договорятся, как-то справиться с делом, что я уеду и приеду, вернусь там, и так далее, и тому прочее. Вот это вот я считал, что было здравым смыслом уехать. Было это ошибкой или нет, сейчас сказать не могу. Думаю, что в свете развития событий, вот, которые мы сейчас наблюдаем, это не было ошибкой. А кто вам так намекнул? И брат мой намекнул, и бывшая моя жена об этом сказала, и друзья, и те люди, которые, ну, скажем так, они уже разобрались в повадках, скажем так, нарождающегося режима. Не, ну вот смотрите, Ходорковского вынуждали уезжать, потому что считали его опасным, конкурентом. Ну, там, одна из версий, что он, как бы, видели в него политические амбиции. Ему, как бы, предлагали уехать, он не уехал. И у него, как бы, его посадили в тюрьму, отобрали компанию. А вас за что? Я политикой не занимался, но я контролировал, представь себе, какой-то Шалва Чигиринский из какой-то Грузии, где он родился, там хрен знает где, контролирует московский рынок нефтепродуктов. Ну, как это так? А мы? А мы тут мучаемся. И не можем с ним конкурировать на московском рынке, потому что он контролирует завод, контролирует все нефтебазы, контролирует все коммуникационные коридоры доставки топлива на рынке. У него партнер BP в даунстриме. Он занял лучшие площадки в Москве. Он разработал лучшее месторождение в Западной Сибири вместе с Шеллом. Да? Шалва, так кому не понравилось? Все работали по черному. Кому это не понравилось? Кто хотел это отобрать? Все, кому это не нравится. Ну, кто? Роснефть хотела нас. Газпромнефть, которая купила украденное Абрамовичем месторождение. Они боялись, что рано или поздно мы выиграем суды. Так. И они за это ответят. Ну, значит, ваша версия, что это... Они купили заведомо украденное. Они знали, что это месторождение украдено. Они купили у Абрамовича всю компанию за 13 миллиардов Сибнефть. Не-не, то есть ваша версия, что это как бы сговор крупнейших компаний в стране? Это было... Я был той добычей, да, как потом мне уже знающие люди, специально. Я-то был слепой, я ничего этого не видел. А когда мне люди об этом говорили, будь осторожен, я на это не обращал никакого внимания. Я был абсолютно, так сказать, зациклен на своих проектах.
И я не представлял себе, что мои проекты могут так раздражать внешнюю среду. Проект «Гостиница Россия» был оценен в $8,5 миллиардов. Джон Лангласале. Оценка была. И вот я выигрываю этот конкурс. У меня работает самый лучший архитектор в мире, самый продвинутый, Фостер. Это самая лучшая площадка, может быть, в мире, «Гостиница Россия». Это 35 гектаров земли в центре Москвы. То есть какого-то конкретного человека вы не подозреваете или конкретную Это, группу? это коллективный человек, это коллективная власть. Это коллективная власть, которая таких, как мы, таких, как я, таких, как Ходорковский, как многие другие, там, будь то Чичваркин или как его там, этот, который банком владел, этот Тиньков там и так далее, они не нужны, их нужно выдавить. Насколько правильно считать, что на вас пошла эта атака, учитывая, что у вас уже не было на тот момент, поправьте меня, если я не прав, союза с Юрием Лужковым? Почему? Был. Я не знал, что у меня уже его нету. Я-то считал, что у меня все есть. Я же не знал, что у меня, так сказать, меня предают и меня сдадут, чтобы спастись. А кто Что предал? Лена, она же все это устроила. Без нее и без Лужкова ничего бы этого не сделали. От чего? На вас не пошли бы в атаку? Но это все, если вы хотите в этом глубоко разобраться, вот так вот объяснить за несколько минут, я этого не могу. Это надо сидеть с юристами, там, показывать, что они сделали, какую они прокрутили схему. Но, Для того, чтобы забрать мои бизнесы. А если общими словами, то Елена Батурина захотела стать владелицей тех бизнесов совместных, которые у вас Общими были. словами, Елена Батурина хотела владеть моей виллой. Она ей нравилась. Вот этой. Да, но напрямую она мне этого не могла сказать. Понимаете? Когда уже они эту виллу забрали, да, потом она еще кое-кому понравилась. Подплыла более серьезная акула. Это кому? Других размеров. Ну, видимо, Кабаевой каким-то образом преподнесли. Это я уже не знаю. Я там не был, свечки не держал. Так вот, на вас пошла атака, а Юрий Лужков ничего, он тогда еще мэр Москвы. Юрий Лужков, когда вот все это началось, я с Лужковым попытался созвониться и встретиться. Обычно я с первой попытки, у меня с ним получались встречи, да. Я никогда не пользовался его прямым телефоном. Я всегда общался через секретарей. Я сделал несколько попыток с ним связаться, я понял, что он не будет со мной встречаться. Как вы это восприняли? Человек проявил лояльность по отношению к своей жене в очередной раз. И на этот раз жертвой стал я. До этого жертвами были многие другие люди. Ссора с Зурабом Церетели произошла из-за нее. Тоже Зураб Церетели был его старый друг. С Кобзоном ссора из-за этого произошла. Как вы чувствуете вот себя в такие моменты? Вот смотрите, вы там многие годы, вы с Лужковым там зовете его на дачу, я называю дачей, это вилла, окей. Вы зовете его на виллу, вы считаете его там близким человеком. Я любил этого человека, Да. я его искренне любил. Тем более. Искренне. И тут вы с этим сталкиваетесь. Что вы чувствуете? У меня на столе стоял его портрет. Я его искренне любил. Он мне очень нравился. А портрет, в том же духе, как сейчас чиновники ставят портрет Путина? Нет, он был очень хорошим человеком, очень добрым. Я с ним очень много у нас... Более того, у моей матери с ним сложился прекрасный диалог. Это был человек совершенно неординарный. Он был разный человек в разных ипостасиях, но любой человек, который любит и умеет трудиться, мне нравится. Любой человек. Любой человек, который пытается вникнуть в проблему. Внятный человек, которому можно объяснить. Вот Лужков не был таким человеком, которому ничего нельзя объяснить. Вот есть руководители такие, которые там сидят, но ему ничего объяснить невозможно. Вот он прав и все. Его можно было переубедить. Я его много раз переубеждал. Но этот человек на протяжении определенного времени стал меняться. Он уверовал в то, что вот его супруга всегда права. Это был процесс, который шел эволюционно. Я это видел. Они когда ссорились, я их мирил иногда, было такое. Но как я это воспринял? Для меня это был удар. Не первый же удар в моей жизни. Таких ударов было много. Я привык держать удары, и я пережил это все. Вот одновременно я потерял бизнес,
семью, да, потому что моя жена, так сказать, не только, ну, она совершила, с моей точки зрения, несогласованные со мной неприличные действия, подав на меня в суд, да, и отношения с братом в том числе, да, это все были удары, те, которые мне пришлось, так сказать, прочувствовать. Я не могу сказать, похвастаться, как многие говорят, вот, я не отреагировал. Нет, отреагировал. Мне было очень больно, мне было очень тяжело, мне было очень-очень тяжело. Ну, а какой был вариант? Сдаться, что ли? Во многом, кстати, мне вот помогла моя супруга нынешняя, которая вот это была как бы та вот тростинка, которая меня спасла на тот момент. Потому что появилась цель в жизни, появился близкий человек. И мы вот как познакомились, мы вот постоянно были вместе с ней. И вот эти тяжелые времена судов в Америке, когда меня подвергли в Америке, я был арестован не в России, не в Советском Союзе, в Америке. Нормально? Это мне помогло. Многие друзья, которые остались со мной, это мне помогло. Почему Лужков ушел из политики? Он не уходил, его ушли. Его снял Медведев в 2010 году. Из-за чего? Меня уже не было. Я могу гадать только. Мне кажется, что влияние Лужкова со временем было нивелировано действиями его жены. Да, она фактически, так сказать, уже стала мэром Москвы. Теневым. Да? Это никого не устраивало. Она лезла во все дырки. Что хотела, то и делала. Это никого не устраивало. Лужков все-таки был мудрый человек. Он умел идти на компромиссы. Он был человек взвешенный. А она такая, более такая прямолинейная. Я думаю, что одна из причин это. Вы построили один из ваших проектов после отъезда из России. Вы построили здание, отель в Нью-Йорке. Да. Как это экономически выглядит? Что можете рассказать? Сколько вы в него вложили? Ну, слушайте, экономически это выглядит... И сколько вы на нем заработали? Я ничего пока не заработал, мы пока его не продали, он функционирует. В обстоятельствах, когда процентные ставки такие высокие, трудно что-то продать, потому что любой покупатель, он одалживает деньги, и платить высокие проценты трудно. А гостиница работает великолепно. 97% загрузки. Да, а как это, вот сколько стоило ее построить? Построить это около 300 миллионов. 300 миллионов. 280. Это Манхэттен. Сколько там этажей? Сквер. Ох, сколько там этажей? 32. Я вам пришлю фотографию. Да, а как это выглядит? То есть бизнесмен из России, который уехал, просто решил, вот хочу здесь построить здание. Да, но я сам не был девелопером этого проекта. Я был участником и инвестором этого проекта. То есть там группа инвесторов? Там было 5 человек, 5 компаний. Я был один из них, может быть, даже и крупнейший. Я был членом совета директоров. Я, естественно, влиял на проектирование там Так. и другие вопросы. Но Да. есть такой статус формального девелопера, да? Тот человек, который занимается документами, согласование, ну, целая рутина, да, которая, так сказать, на поверхности не видна. В особенности, если ты строишь в таком опасном месте, как Таймс-сквер, да, где просто миллиметр в сторону можно зайти в какую-то, задеть что-то, Да. тебя подадут в суд, там. Сколько вы сбрасывались из этих 280? Мы в общей сложности мы выкупили здание за $63 миллиона. То есть там было старое здание. На этом месте было старое здание. Это старое здание было офисным, оно было морально устаревшим. В нем внутри был асбест. Так. Вы знаете, что это такое, да? Это дико вредный материал, который вредный приводит, материал. как говорят, к раку легких. Да, мы его выкупили. После этого мы его полностью изолировали от внешней среды. И снесли. Снесли в изолированном состоянии. Вы представляете? Такое здание в конверте, да, а изнутри оно разрушается, чтобы асбест и люди в специальных Стены остаются. Не, все снесено, все. И люди в специальных одеждах, они занимаются разборкой этого здания. Его взорвать нельзя. Те объекты, где нет асбеста, они, если там нет опасности, они взрываются. Так. А здесь пришлось вот разбирать, это дорого стоило. Как конструктор.
Потом подземную часть, значит, мы долго строили. Потом мы попали на ковид. В течение ковида мы простаивали там какое-то количество времени. Даже то время, когда мы работали, часть материалов мы имели возможность получать, часть нет. То есть объект, несмотря на то, что он вышел с опозданием, он попал прямо в период, когда в Нью-Йорке уже начался постковидный период. Да. И у нас было торжественное открытие здания. Так, значит, вы сбросили 63 миллиона. Да. Да. Но тогда это неравномерно, если другие цены стоимость. Не я, все сбросили, все вместе. Все вместе сбросили? Остальные деньги были одолжены у банков, институтов, естественно. На свои деньги в Америке. Часть вы вкладываете свои. То есть 5 компаний вложили в общей сложности 63 миллиона. Остальные деньги привлекаются. А остальные привлекаются. Так, и суть в том, что вы его построили, потратив там 280 миллионов, а если вы его решите продать, то вы продадите сильно дороже. Сейчас, если мы его постараемся, мы сейчас продать его не можем, потому что я вам говорю, что любой, кто захочет купить это здание, ему придется одалживать деньги у банка. Кредиты дорогие. И кредиты дорогие. Мы ждем, вот так же, как и Трамп, мы ждем, когда процентные ставки упадут, да, когда Центробанк. А сейчас цена какая у него? Сейчас цена, где-то примерно 300-350. Мы хотели продать за 400 миллионов, но при таких процентах ты не продашь за такие деньги. Мы решили, значит, подождать с ним, чтобы оно, гостиница, им нужно от 3 до 5 лет, чтобы выйти на пиковую загрузку, да, и на пиковые цены. Операционная прибыль, которая сейчас от гостиницы идет, она идет инвесторам? Операционная прибыль идет на погашение кредитов. Ну, то есть, грубо говоря, она тоже ваша, да? Но она просто... Да, конечно. А как это выглядит, еще раз? То, что вы просто... Кто-то собирался строить, и вы вошли? Или это ваша инициатива? Нет, я был последний. Вот у них был пул инвесторов, да, и они пригласили меня как последнего, кто должен был войти. То есть первый взнос был 7 миллионов. 7,5 миллионов. А потом нужно было довносить остальные деньги в процессе уже разработки проекта. И я решил войти в этот проект. Я потребовал, чтобы я был там членом совета директоров, чтобы я принимал участие в принятии решений, чтобы у меня было право вето там, и так далее. И я вам даже один пример приведу. Для того, чтобы вы представили себе отношение американца. Вот, причем вот этот девелопер, который вел этот проект, он был такой не уровня Трампа девелопер, а такой среднего уровня. Да? Таких много. И вот когда шла проработка контракта, то мой сотрудник с ним говорил по телефону. У них был конференц-колл. Я в этом разговоре не участвовал. И вдруг я случайно зашел в его офис и слышу того, и говорит, этот ваш, говорит, русский, он, говорит, будет спать на совете директоров. Что он там будет делать? Что он в своей жизни построил? Обо мне. То есть вот то, что я столько построил в России, я показывал свои фотографии, вот для них это ноль. Это где-то в деревне там. Это все не их уровень. Вас это удивило? Конечно. Но у меня были партнеры, одни из лучших девелоперов в Америке. Хотели стать моими партнерами, просились в партнерство. И вдруг этот вот... мне было, конечно, очень неприятно это слышать, но это смешно. Топовая оценка вашего капитала по Форбсу была $2,5 миллиарда. Да. Но это оценка просто активов, которые у вас были. Насколько знаете, вот эти фобовские оценки... Да, насколько эта оценка была близка к правде? Ну, вот это вышло, вы у себя посчитали, это примерно так получалось, или это было завышено, занижено? Ну, они не могут точно посчитать. Что они делают? У них есть методика, подсчет. Да, это просто активы, которые они считают. Я думаю, что у вас есть немало знакомых, и у меня в том числе, да, я знал многих журналистов, которые там работали. Я с Фобсом познакомился аж вот в этот во второй приезд в Америку, когда мы снимали фильм «Тени Фаберже», и когда там один из моментов был, что нужно было снимать
коллекцию Фобса, я познакомился с Фобсом сыном, что папа уже умер. И у них оценка своеобразная. Вот они, если у вас есть акционерное общество открытое, например, стоимость акций, ну вот, например, там Илон Маск, да, вот они смотрят там, Тесла, акции стоят столько, ему принадлежит столько. Если он все свои акции продаст, я считаю, что он все свои акции за эти деньги продать не сможет. То есть ему в любом случае сейл надо будет делать. Ну, неважно. Да. Ты не можешь взять все свои акции, продать, да, и что дальше? Дальше вся компания, цена компании рухнет, потому что если ты продаешь свои акции, да, ты не можешь продать свои акции. Вы понимаете? Теоретически, виртуально, да. Всё, я понял, де-факто куда. ты не можешь. Ну, например, там Бернар Арно захочет продать свои акции. Если он продаст свои акции, то вся эта компания LVMH без него будет стоить в разы меньше, чем с ним. Резонно. То есть он свои акции продать де-факто не может. Теоретически и де-юре может. Да. Ну, ваши 2,5 миллиарда были по этой методике Вот мои близки? миллиарды, я в моей компании был так называемый key person. Знаете, что это такое? Ключевая персона. Ключевая персона. Если бы я продал свои акции, компании бы не было. Без меня не было бы компании. Причем вот BP у меня был в договоре, это было записано, и в другой компании, Sibir Energy тоже, что я ключевая персона. То есть я не имел права летать на... Они требовали от меня, что я не имею права летать Аэрофлотом, что я должен сообщать, да? Только British Тогда, в Airways. 90-х, нет, не только. Ну, они считали, что Аэрофлот, они так считали. Не, ну Аэрофлот 90-х это не то, что Аэрофлот потом, Да, конечно. я не возражал, скажем так. Там мне предписали, значит, купить бронированный автомобиль, и даже на это выделялись деньги. Мне нужно было раз в год в определенной клинике в Англии делать чекап. Вау! Да? А деньги вкладывались в мои возможности именно в меня. Если меня не было, этого бизнеса не было. Так 2,5 миллиарда близко было к правде? Да? Сколько у вас сейчас осталось денег? Ну, такие вопросы не задают. Давайте один простой вопрос. У вас, вот если все посчитать... Даже если это так. Ну вот представьте себе, в моем положении, да? Ну зачем мне это вот артикулировать? Не знаю. Это неприличный вопрос. Но это больше 100 миллионов долларов? Я говорю, это неприличный Хорошо. вопрос. Хорошо. Теоретически, да. Теоретически. Вот теоретически, если мои проекты реализуются, которыми я занимаюсь, может быть. Я же занимаюсь какими-то проектами, веду какую-то деятельность, да? Я же не сижу на месте. Я не могу просто сидеть на месте. Но вы в Америку отсюда полетите частным джетом или просто бизнес-классом? Нет, я частными джетами уже давно не летаю. А вы полетите бизнес-классом? Я полечу бизнес-классом. Но обычных авиалиний? Air France? Ну, Air France, Дельта напрямую летает. Вы понимаете, у меня был самолет, который на 99% выполнял функции бизнеса. Потому что моя жизнь и бизнес, это были совершенно... Это одно. У меня не было личной жизни. У меня не было личной жизни. Вот представьте себе, что я просыпался где-то 5:30, 6 утра. Да? Дальше я там пытался каждое утро какой-то спорт делать минимально. И побегать на дорожке. И дальше я просто час стоял под душем и думал, что я буду делать целый день. Вот у меня так было, вот так я принимал решение. Дальше я раньше всех приходил на работу, позже всех уходил. Всегда каждый день деловой ужин. Каждый день какой-то деловой ужин. Отдыха нету. Вот нету такого, что 24 дня, как в советское время. Отпуск. Пришел, лежишь на пляже, отдыхаешь. Первый день, второй день, третий день. Читаешь газеты, книги, думаешь о чем-то, о своем, там, ходишь с женой в какой-то ресторан, гуляешь, напиваешь. Не было такого. Это было вот с тех пор, как я построил первое здание, да, до того момента, как я уехал из России, у меня практически свободного времени не было и отдыха нет. Даже выезд на какой-то отдых, который вы бы могли квалифицировать как выезд, он всегда был связан с той или иной работой, с теми или иными совместными выездами, например. Вот я лечу куда-то на своем самолете, я беру каких-то людей, с которыми мне надо решать какие-то вопросы, с которыми у меня есть работа. Если надо, я могу срочно взять и вылететь, понимаете? В любое время и туда прилететь. Тогда он был нужен для бизнеса. И он оплачивался из бизнеса. Я его не оплачивал из своего кармана.
Был большой бизнес, и нефтяной, и недвижимость, который оплачивал все эти дела. Я даже не знаю, как он оплачивался. У меня был финансовый отдел, оттуда шли все деньги. Я туда даже не лез. Я вообще не носил с собой деньги. Вот представьте себе, я шел в ресторан, и я уходил, и все. Кто-то за меня платил, я даже не знал, сколько. Влияет ли это отрицательно на человека? Конечно. Ну, я вам говорю, что я Как будто вот от земли отрываешься. не был предоставлен себе. Я не мог. Вот я пошел бы в туалет, за мной шли 2-3 человека и ждали, пока я там в туалет. Кто-то заглядывал в туалет, там смотрел, потом я заходил. Буквально? Да, дома у дверей была охрана. Какое время было, Юрий? Я представляю. Вы представляете, а я вот в это время жил. Когда убивали людей, стреляли людей, похищали людей. Вы в 2022 году говорили, в России делают деньги те, кому дают делать деньги. Да. Ну, вы ведь точно так же делали деньги. Пока Нет. вам давали делать. Абсолютно. Я начал не в России, а в Советском Союзе. Я заработал деньги за счет своей работы. Я ничего не приватизировал. Вы понимаете, я не забирал никаких предприятий, ничего. Месторождения, которые были, так сказать, получены мною и выкуплены, мы их разработали. Салымское месторождение, которое мы разработали с Шеллом, стало в 21 веке самым современным, самым лучшим месторождением в мире. На месторождении был бассейн, кухня. Люди шли туда работать с других месторождений. Лучшая сеть в мире была построена в Москве BP. Автозаправка. Да, я этим горжусь. Что же я украл? Где же тут коррупция? Я ничего ни у кого не забирал. То, что я снес гостиницу «Россия», что, кража, что ли? Спасибо, надо сказать. То, что я инициировал снос гостиницы Москвы, которая могла рухнуть в любой момент. То, что я не дал Абрамовичу украсть московский завод. То, что я создал вертикально интегрированную компанию. Просто из ничего. Нефтяную. Шалва, но было ли бы все это возможно, если бы не было вот этой спайки с Ресиным, Батуриной и Лужковым? Без Лужкова, да, не было бы. Ну и что? Но я же ничего не взял и отдал. Я все это придумал. Цитата же я в все том, это что сделал. пока в России делают деньги те, кому дают делать деньги. Правильно. И вам плохо. давали делать деньги. Да, мне давали делать деньги, а потом не дали. Ну, то есть это цитаты про вас также. Да? А как же? Слово из песни не выбросишь. Я же с вами не оппонирую. Я просто вам говорю, что... Вы понимаете, в чем дело? Вот идеально было бы. Идеально. Вот вы идеалист? Да. Вы идеалист, да? Ну, нет ничего идеального. 100%. Да? Идеально было бы, например, сейчас вот взять, остановить военные действия, вернуть все захваченные земли Украине, извиниться перед украинцами, постараться договориться о мире, постараться спасти страну свою, которая увязла в этой войне, и спасти братский народ. Так. И свой народ. Вы понимаете, что раскол православия, что это такое? Славянская война. Вы когда-нибудь думали, что может она возникнуть? Россия из-за Сербии вступила в Первую мировую войну. Славян защитить. А тут крупнейшая славянская нация. Вот что было бы идеально сделать сейчас. Но нету этого. И не будет этого. И посмотрите. То есть вы хотите сказать, что просто мир не идеален? И поэтому... Мир не идеален. Вот смотрите. Никто же этого остановить не может. Вот происходят жуткие вещи совершенно. Это в 21 веке. В 21 веке, параллельно с искусственным интеллектом, происходят жуткие вещи. И капитализм. Это борьба. Если вы идеалист, вам подходит коммунизм. Вот у них на бумаге все хорошо. Все люди братья, все делим поровну там, и так далее. Но это не так. Но это же не так. Да. Да? Но это что правильно? Вот скажите, что правильно? Для меня правильно было, да? Создать ту компанию, построить те дома, которые я хотел построить. Сделать те уникальные проекты, которые я сделал.
И хотя бы запроектировать те проекты, которые я запроектировал. Хотя бы. Я хотя бы снес этого монстра на теле столицы России. Ну, монстрическое здание стояло в центре Москвы. Представляете себе, что это было вообще поднять руку на это? Осмелиться тогда сказать, давайте вот это здание снесем. Так, то есть вашей целью было это и... И заработать деньги, естественно. Так это же меняло всю архитектурную среду города и бизнесовую среду. Представляете, такой объект Фостер, это лендмарк, иметь в центре Москвы. Ну, вы хотите сказать, что Чем это плохо? Я не цель понимаю. оправдывает средства? Нет. За цель надо бороться. Получится, получится, не получится, не получится. Я же не убил никого. Я ничего плохого не сделал. Я выиграл конкурс честно. Это был честный конкурс. Вы сторонник Трампа как политика? Вы трампист? В сравнении с демократами, да, я не во всем с ним согласен, но я считаю, что демократы разрушают Америку, мое мнение. Не кажется ли вам, что при Трампе Америка становится более авторитарной? Правильно ли это, когда... Что вы имеете в виду? Ну, правильно ли, когда президент, например, проявляет инициативу относительно того, что можно или нельзя показывать, наверное, в музеях выставлять, когда он точечно пытается управлять страной, которая приучила к тому, что эта страна очень институциональная? Он пытается или управляет? Пытается. Видите? И ничего не получается. Ну, так, И может, не получится. И Центробанком американским он управлять не сможет. Да, но попытки же мы можем оценивать. Попытки, да. И что? Как вы к ним относитесь? И что? Не-не, как вы к ним относитесь? А он, например, говорил, что за один день решит проблему с Украиной и Россией. Ну, это изоповский язык любого политика. Я хочу это, я хочу то. Мне не нравится работа там Центрального банка. Мне не нравится высокий... Ну, не нравится, не нравится. А как вы относитесь к тому, что вот он настолько неосторожен в обещаниях? Я закончу войну. Послушайте, а Обама, что ли, выполнил хоть одно свое обещание? Мне кажется, Обама их меньше давал. Ничего подобного, очень много дал. Главное обещание было закрыть тюрьму в Гуантанамо. Закрыл, не закрыл. Красные линии чертил в Сирии, чертил. Продолжить? Да. Сколько раз соврал Обама? Нет, так я же не Нет, отстаиваю он Обаму. соврал, откровенно соврал. Да, но мы же про Трампа говорим, а не про Обаму. Ну, вы же говорите, вы Я же не сравниваю, я оцениваю, прошу вас оценить именно Трампа. политик может говорить все, что угодно. Делать он не может. В условиях американской демократии ты можешь говорить все, что хочешь. Делать ты не можешь. У тебя нет власти это делать. И власть это сделать тебе никто не даст. А не даст. Ну, попробуй. Попробуй снять руководителя Центрального банка. Вот попробуй. Ты же не можешь снять. Вот давно не может снять его. А с того времени еще. Да, он ему не нравится. Ну и что? Что думаете про его, то, как он выстраивает отношения с Путиным? Он играется с Путиным. Это его метод. Трамп всех хвалит. Всех хвалит. У него отношение к оппоненту, да, как к женщине. Он ее ласкает, чтобы произвести определенные действия. А потом? А потом производит определенные действия. Я даже боюсь представить, какой глагол вы замаскировали Я же под ничего не сказал, правильно? определенные действия. Надо ли думать, что он собирается произвести определенные действия с Путиным? Но он же видит, что Путин его, так сказать, водит за нос. Он же это понимает прекрасно. Понимает? Он же водится за нос, правильно? Ну вот как вы думаете, Трамп прожженнейшее существо, у которого на животном уровне развит инстинкт самосохранения, бизнеса, торговли. Ну как вы думаете? Я не знаю. Ну какой-то там питерский парниша, да, с определенного места в Питере. Может его перехитрить и переиграть? Ну вот как вы думаете? Конечно, нет. А что Трамп теряет от того, что происходит? Он добился своих целей. Он переложил все расходы на общеевропейский рынок, на европейцев. Всю ответственность на них переложил. Они же не хотели. Меркель же заявила в ту его первую каденцию. Она же издевалась над ним. Мы не повысим бюджет в Европе, военный бюджет. Не повысим. Все. Сказал, вы не дотягиваете до 2%, вы строите трубы. Вы у России собираетесь покупать газ. Вы
вы попадаете под крючок российского газа. Она издевалась над ним. Это в интересах Германии. Вот если это в интересах Германии, оплатите счет, пожалуйста. Война рядом с вами. Вы же не замечали, что происходит в России, да? Вы же не послушали меня, когда я вам говорил, повышайте бюджет оборонный, НАТО, вносите деньги, хотя бы те 2%, которые вы, так сказать, committed, да? Они же этого не делали. Объединенная Европа, где царствовал меркелизм, да? У них же была своя доктрина по отношению к России, по отношению к Путину. Они же не замечали проблем, которые надвигаются. Не хотели этого видеть. Они думали, что все будет нормально. Трамп так не думал. Финальный вопрос. Вы сказали, что мотивация вашего интервью — поговорить поколениями и попробовать разобраться, почему у вашего поколения, почему действия вашего поколения привели к тому, какая Россия сейчас. Я никому не давал интервью, потому что говорить со своими ровесниками нет смысла, потому что мы примерно одинаково смотрим на жизнь. Говорить с человеком, который в 2 раза младше меня, есть смысл. Потому что вы мир видите совершенно по-другому. А давайте попробуем срезюмировать. Вот что, вот по пунктам, что вы сделали не так? Я? Ваше поколение. Ваше поколение, вы. Я что сделал не Что так? вы? Вот что вы сделали? Я вовремя должен был продать бизнес и уехать. А как бы мне это помогло? Никак. Моему поколению? Никак. Это помогло бы мне. А. Материально. Скажем так. Да? России это не помогло бы никак. Бегство из страны, элиты, России ничем не помогало никогда. Это только делало Россию слабее, беднее, глупее, неконкурентнее и так далее и тому прочее. И вообще, так сказать, я не знаю, что с Россией будет. Нельзя на протяжении десятилетий терять генофонд. Мы с вами генофонд. Мы люди, которые любили и любим свою страну. Нас в ней нет. Мы на нее не работаем. Более того, они считают, что мы работаем против них. Вы меня извините, сколько таких было? Сколько таких спаслись отъездом? А сколько были умершлены? Где тот Вавилов, которого умертвили вообще, который мог прокормить всю страну? Ну, смотрите, а вот те вещи, про которые мы с вами говорили сегодня, например, то, как бизнес сливался с властью, вот это не причина? Вот, условно говоря, мы про виллу говорили, вы говорили, что вы приглашали на виллу Лужкова, Батурину. Да. Вы когда это делали, вы понимали, что делаете что-то не то? А почему не то? Я гордился этой виллой. Эту виллу никто не хотел покупать. Да нет, мы не про виллу, про факт того, что мэр города... Я сделал цветочек. Нет, лучшую виллу. Нет, это я понимаю, что мэр города, в котором вы один из главных застройщиков, приезжает на вашу виллу отдохнуть. Не думал я на эту тему, не думал. Нет. Но вы понимаете, что это так не должно быть? Понимаю, да. Да. Не должно быть. Да. В продвинутом обществе нет. А в том обществе, в котором я начинал, и в котором я жил и работал, да. Вот представьте себе, вы можете перепрыгнуть с одного этажа на другой без лестницы. Может быть, кто-то и может, а может сломать шею. В истории такого не бывает. Прыжка из социализма в капитализм без каких-то промежуточных стадий не было. Нет и не будет такого. Ну, не будет такого. Не будет. Вот смотри, я вам простой пример. Давай. Богатая федеративная республика Германия. Да. На протяжении 30 с лишним лет, почти 40 лет, скоро будет 40 лет, через 4 года, пытается адаптировать относительно небольшое население, 19 миллионов человек, из ГДР. Восточная Европа, да. Восточная Германия. Восточная, которые прожили при фашизме какое-то количество лет, 12-13, да, и потом при социализме еще лет 35-40. 45, да. 44, да. 44. Вот даже немцы с триллионами марок, которые они вдавливают... Евро. Да. Нет, до марок, до этого марки. Ага. До евро были марки. Так. И что? Далеко они продвинулись.
Там возникла почти фашистская правая партия, альтернатива от Германии. Жизненный уровень низкий. Люди не меняются, даже второе поколение не меняется. А вы хотите, чтобы Россия сразу поменялась? После геноцида, когда целые сословия смели сословия просто с лица земли. Генофонд уничтожили собственный, православие уничтожили. Папа Меркель был какой-то священнослужитель в ГДР. Пастор, да? Пастор. У нас такое могло быть. Она стала канцлером Германии. Что-то смогли сделать? Ничего не смогли. Пока нет. Нужно время. В России должен был идти эволюционный процесс перехода одной общественно-экономической формации в другую. При этом нужно было заниматься селекцией населения, регенерацией ткани нации. Нужно было создавать новых миллионеров, миллиардеров во втором поколении, в третьем поколении. Журналистов настоящих, судей, честных. Вы думаете, что вот бывший советский судья пересел или не пересел из одного кресла в другой, станет честным судьей? Да он даже не знает, как рассматривать имущественный спор. Он никогда не жил при капитализме. Где тот Маршалл-план, который был нужен России? Вы что думаете, вот так вот прыжок бы произошел? Да? Не мог произойти этот прыжок. И я так хотел. Все мои первые прыжки, я не притрагивался к зданию, я все здания сносил. Вот все, до чего дотрагивались коммунисты, я считал, что я не хочу ничего общего с этим иметь. Они ни проектировать не умели, ни строить не умели, ничего не умели. Я все хотел снести, абсолютно все. И то же самое я сделал с гостиницей. Ну, гостиница Москва, она бы просто рухнула. И гостиница России. Все. Но потом мы пришли к тому, к чему мы пришли. Мы не смогли вот гравитацию преодолеть, вот эту, чтобы оторваться, вот как космическая ракета отрывается от гравитации Земли, да, нужна суперэнергия. Вот эта суперэнергия, она была получена Путиным в результате роста, драматического роста, я бы сказал, цен на нефть. На все. Россия была востребована, все России ушли, все хотели делать в России. Все. И вот такой шанс мы упустили. Ваша вина в этом есть? Прямой нету, косвенная есть. А косвенный в чем? Ну, косвенная в том, что это мое поколение. Я часть той среды. Меня там мои друзья, только при чем тут? Нет, при чем? Ну, я тоже часть этого. Это были мы. Кто-то больше, кто-то меньше. Но это были мы. Мы были частью этого. Ну, хорошо, я бы сказал, Юрий Михайлович, не приезжайте ко мне туда. Я вообще вас видеть не хочу. Я к вам не приду. Разговаривать с вами не хочу. Это нельзя. Это не хочу, то не хочу. То не строю, это не строю, ничего не строю. Или я должен был как-то вписаться в среду, да? Или я должен был ничего не делать просто. Тот масштаб бизнеса, которым я занимался, он не мог существовать без того уровня отношений с руководителями города, страны. Там. Этого не могло. Я бы не смог этого сделать. Этого не делают даже в Америке. Ну вот возьмите сейчас там этот Тим Кук общается с Трампом. Там. Ну вся эта великолепная семерка, так называемая, компаний, там, капитализация которых несколько триллионов долларов. Все они вышли за рамки, так сказать, обычности. Это не средний уровень, а огромное количество компаний в Америке. Чем сильна Америка? Тем, что там очень много малого и среднего бизнеса. Которым не нужно дружить с Трампом. Никогда. Вот я в Нью-Йорке строил, я мог запросто позвонить Блумбергу, которого я лично знал, но тоже через Лужкова, который меня приглашал к себе, я у него был, я с ним разговаривал, но он мне ни в чем не помог. Там так устроена система, там мэр не нужен. Он тебе не может согласовать ни одного микроинч, да, дополнительной высоты здания или чего. Это невозможно сделать. Сколько лет вы не были в России? Я в России не был с 9-го года. Это 16 лет. 16 лет. Вы скучаете? Да, конечно, я скучаю. Вам тяжело? Да, конечно. А что, вне Родины жизнь тяжелая. Я люблю русский язык.
Я люблю русскую литературу. У меня огромное количество друзей русских. Мне стыдно. Вы знаете, что один раз был случай, когда мы пошли в ресторан с супругой, и мы говорили по-русски, и от нас отсели люди. Вот взяли и отсели просто. Это после начала войны? Да. И вы знаете, мне, конечно, это было крайне неприятно. Может, это тоже были русскоязычные люди, которые Нет, они не хотели, были чтобы их понимали? русскоязычные. Нет. И в Монако это меньше чувствуется, а в других местах это чувствуется больше. Вы понимаете, когда были двери открыты для русских, их принимали с радостью, все им были рады, скажем так, да? И вдруг сейчас все поменялось не в лучшую сторону, к сожалению. Вот. И это, опять же таки, это те люди, которые сейчас страдают, они ни в чем не виноваты. Виноваты мы, которые довели ситуацию до этого. В наше время это произошло, скажем так. Не в ваше время это произошло, вы понимаете? Это произошло в наше время. В чем виноваты именно вы? В чем виноват? Потому что мы были той средой, да, которая может быть в пофигизме, может быть еще в чем-то. Я не знаю. Это была наша среда, мы общались. Я не считаю, тот же Ходорковский, например, да, великолепный бизнесмен, способнейший человек, с головой лидера, да, с головой, так сказать, он мог руководить правительством, компанией, там, кем угодно. Многие другие, я знаю Фридмана Михаила, талантливейший человек, образованнейший человек. Я знаю очень многих людей, тот же Боря. Я не знаю, как так случилось. Не знаю. Это серьезный вопрос. У меня сейчас, вот я хочу как-то даже, ну как это у Лермонтова, скажи-ка, дядька, ведь недаром Москва спаленная пожаром. Да, когда одно поколение спрашивает у другого, как так случилось, что Москву спалили. Понимаете, как же вы сдали Москву? Да? Ну, стратегически это все-таки оказалось Нет, другое, верным шагом. Не, я понимаю, но все равно. Понимаете, горит столица. Да? Вот у нас сейчас горит страна. Горит другая страна, которая нам не чужда. Да? Нам украинцы же не чужды. Нет? Я вообще не вижу никакой разницы. Ну, есть разница, это другой народ, естественно, но есть вещи, которые... Одесса, я обожаю этот город. Киев тоже. Мелитополь я часто был, Мариуполь. Ну, что, это трагедия. Для меня это трагедия. То, что мы сейчас здесь с вами сидим на чужбине и разговариваем, это моя трагедия. И ваша трагедия. Но вы вообще ни при чем. Понимаете? А я при чем? Потому что это мое поколение. Мое поколение. Ведь пройдут годы, нас не будет. Люди на что будут смотреть? На наше поколение. Что мы навертели? Вот как мы оказались в окопах? В братских могилах лежат миллионы русских и украинцев, которые вместе воевали. Они в окопах сидят и стреляют друг в друга. Как до этого можно было дойти? Ну вот как? Вот представьте себе, вы там, вам 38 лет, да, или 39? 38. 38. Вот 20 лет назад вам кто-то сказал бы. Да? Ну это вообще... Я за день до начала вот спецоперации этой, я прилетел в Нью-Йорк, ночевал в своей гостинице, у нас был ужин с друзьями, американцы, русские, все сидели вместе. Я сказал, не может быть, вот завтра будет война. Они мне сказали, завтра начнется война. Мы знаем. Мои американские друзья. Я говорю, кто сказал? Ну, вот Байден из кругов. Там. Утром просыпаюсь, включаю телевизор, у меня джетлэг, я там в 4 утра, как петух. Первое, что я сделал, я потянулся к телефону, включил. Танки. Вереница. Стрельба. Люди бегут. Ну вот чем это оправдать? Я не знаю, как это оправдать. Я не знаю. И финальное. В чем сила? —
Знаний. Знаний. Когда знаешь, ты силен.